Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить игру «Жизнь после», она же Days Gone. Я ее проходил, когда она только вышла на PS4. На тот момент она была, скажем так, аль денте, слегка недоделанная. Ну, там недопилены были локации, немножко была кривоватая стрельба и так далее. Поэтому я решил посмотреть, что же все-таки они сделали с портом на ПК. Вот, насколько улучшили все этот игровой процесс. Ну, все-таки сюжет, конечно, естественно, они не изменили, но тем не менее. В общем, давайте, поехали. Новая игра. Уровень, да давай средний, как обычно. И тишина. Но даже на PS4, по-моему, довольно-таки долгие были загрузки. Эй, подождем. Я думаю, в последующих загрузках они будут чуть-чуть покороче. Сейчас они типа мир прогружают, наверное, и все остальное. Но я не говорю то, что там какая-то процедурная генерация есть и все остальное. Но тем не менее. Графика очевидно лучше, чем на PS4. У нее жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это. Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Ну-ка. Давай. Там толпа. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти. Ножом пырнули. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен. Если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну, родная. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Привет, Лен. Так, Бухарь, пошли, нам надо в вертолет. Как настроение? Нам надо в Как вертолет. дела? Мало слышал. У него там место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так? Да уж, бывало. Что такое? Что случилось? Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от Трехпалого Джека. Нет. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Работы много. Ну, бывает, потерпи. Как говорится, будет и на нашей улице праздник. Потом вернешь. В отпуске отдохнешь, если что. Ты с нами? Я надеюсь, у тебя хотя бы отпуск есть. Нет. Дик! Все. Жинка улетела на вертолете. Придурок. Когда у тебя отпуск? Ты что сделал?
будет в сентябре. Ну, тут осталось-то чуть-чуть. Буквально 20 дней потерпеть. Потом отдохнешь. Сколько дней отпуска? Не, ну слушай, графику определенно допилили. Ее улучшили в разы почти. Тут еще, наверное, все-таки PS4 у нас выдавала 30 кадров. Тут все-таки 60. Уже большая разница. Месяц. Ну вот у меня тоже, я сейчас в отпуске, у меня тоже отпуск месяц. У меня уже 22 числа выходить на работу. Догоним. Так, стоп, мотор выруби. Черт, она жива. Альварес. Альварес. Ай-ай. У бабы Альварес. просто лица Что живого. случилось? Ну, места Скажи, живого нет кто на это лице. был? Упокоители? Давай, счастливо. Леон, это был... Тебе тоже удачи. Все, дамочка скопытилась у нас. Сука ты, Леон. Кстати, да, в игре цензуры не так уж и много. Маты проскакивают у них в диалогах. Погнали. Погнали. Задание называется «Ничего, догоним». Ай-яй. Тихо, тихо, тихо. Так, а почему у меня во время езды на байке я не могу крутить башкой? Это странно. Но играть буду на клавомыши. Вижу, Посмотрим. но вряд ли много. Может быть, потом на геймпад переключусь. Стрелять все-таки в игре приходится много, поэтому лучше, по-моему, клавомышь. Чик. Но мы его сейчас не догоним. Ну, по идее, тут история в игре, ну, не самый сильный момент. Есть некоторые побочные миссии довольно-таки посредственно сделаны. Но в целом, сюжет неплох. Игра прям пищит. Сделайте вторую часть. Кстати, сейчас собирают подписи на то, чтобы... Так, форсаж. Сейчас собирают подписи на ютубе. Не на ютубе. В целом, какое-то комьюнити есть, которое собирает подписи, чтобы разработчики, которые отказались сделать вторую часть, чтобы они все-таки решились на создание второй части. Прикрой меня, сейчас будет. Туда пошел. Двинули. А он прям как ведьмак знает, кто туда пошел. Так. Поиск следов. Чтобы задействовать взгляд следопыта, нажмите колесо мыши. Взгляд следопыта позволяет обнаружить следы и другую информацию об окружающей местности. Хорошо. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коупландом спелся? Нет. Леон давно толкает краденое Коупленду. Вот оно и аукнулось. Эй, стой, стой. Погоди-ка. Угу, вижу. Черт. Ладно, ща глянем. Стоп. Вот. Пошли сюда. Следы свежие. Да, у Бухаря я смотрю тоже. Вся Слушай, голова ты в где вообще татуировках. научился следы-то читать? Мы с отцом. У Бухаря вся голова в татуировках. Я вообще не понимаю, как это можно просто... Это же просто тебе в голову бьют иглой. Это же больно вообще, как минимум.
Жесть какая. Выходили охотиться на вапите, когда я был мелкий. Часами выслеживали. Ну, Бухарь у нас дядька-то брутальный. Охренеть! Ложись! Опа. Все, потрошки кончились. Ах ты! А чё мне интересно, нету пистолета в руке? Он же только что в катсцене Живой был. там? Да, да. Просто Видимо, царапина. рано, да, еще стрелять. Этот придурок целиться не умеет. А, сукин сын. Некоторые моменты, Да конечно, нормально в игре всё. я не помню. Ну, что поделать. Он направляется вниз, к водопадам. Будем Он вспоминать. потерял много крови. Далеко не уйдет. Угу. Но нам сюда. Идем по кровавым следам. Вон он стоит. А внизу у нас орда идет. Пущи его. Истечь кровью? Да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом не знать? Да, Она Леон? еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози, притормози. Где тайник? Леон, Озвучка хороша, конечно. Мне и нравится. тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части. Жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощай, Леон. Нет, стойте! Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На старом кладбище. Ты Спасибо. обещал! Давай. Не бросай меня тут подыхать. Ну, вообще его проще застрелить, конечно. Давай. Более великодушно будет. Давай! Лживая ты паскуда! Давай. Да. Кепка-то ему Я зачем? захочет доказательств. А, ну точно. Точно нелогично. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фрикам. Даже таких гнид, как Леон. Да, да, согласен. А так бы они, в принципе, его бы, во-первых, разорвались, с него бы получился еще один зомби. Ну и плюс... Подожди. Я хочу пошариться в этом лагере. Может, найду чем забинтовать. Хорошо. Вот я что-то вижу. Можно что-нибудь смастерить. Стерилизатор подобрал. Это у нас тряпка, по-моему, да? Есть еще что-нибудь? Да, нет, вроде особо ничего такого я не вижу. Ладно, давай создаем медицина. Создать. Стой. Теперь надо их сложить вместе Всё. и пойдет. Чтобы подлечиться в меню выживания, выберите бинт и удерживайте Е. Что-то я бинта не вижу. А, все. Ну вот, да, годится. Ну, вроде ампутация мне в ближайшее время не грозит. Это спойлер. Чтобы перейти на бег, нажмите Shift, и бег расходует запас сил. Блин, может тут порыться, еще что-то есть. Вообще в игре, как бы, чем больше ты лутаешься, тем лучше. Потому что ресурсы тоже не резиновые. С них можно много чего сделать. Ну да ладно.
Я думал, мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь Такер. Какая охота? Дождь хлещет. Ну слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Не знаю, почему бы не но только поохотиться что во время Не дождя. шарахаться всю ночь. Наоборот, к примеру, если ты какие-то животные, типа оленя там и так далее, он должен отбивать запах. Типа с ветреной стороны стоишь. Ох, блин, я уже выдохся. Я пока нет. Сейчас что-нибудь сдерем с его байка. Бак пробит. Нет, мать Что? твою. Ах ты сволочь. Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос. Глянь, есть чего взять с его байка? Не, хлам. Короче, давай вернемся на гору Улири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. Ну тут главное вовремя бак Нет. У меня заправлять идея мотоцикл. получше. Насос поищем прямо тут. Чего? Ну... Автозапчасти Crazy Willis. Туда и поедем. О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну чё, ладно. В принципе, рационально, но опасно. Эй, что там Леон тебе всучил? Ну это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Ага. Ну хорошо. Теперь обзором можно управлять. Окей. Завтра берем препараты, отвозим к Такер, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. А ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Но у Бухаря прям чуть ли не до конца игры будет идея фикс пойти на север. Погоди, там впереди не проехать. Осторожно! Я такое уже видел пару дней назад. Грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть. Так-то и подстава может быть. Так, давай посмотрим, можем ли мы что-то с этих машин подобрать. Толкнуть машину. Некоторые машины можно сдвинуть, чтобы освободить, или наоборот загородить проход. Чтобы сдвинуть машину, удерживайте ее. Хорошо. Готов? Подожди. Я просто хочу осмотреть другие машины со стороны багажника или капота. Нет, они пустые все. Ладно. Как забраться? Можно запрыгнуть на нее? Ладно. Давай тачку толкать. Толкай! Кто-то болтает, по-моему. С левой стороны. Прикончить, ублюдка! Ты что, не дайте ему! Так, боёв. Чтобы атаковать противника в ближнем бою, нажми. Хорошо. Кровавенько. По выживанию, чтобы сменить цель, отклоните направление противника и нажмите. Хорошо. Чтобы сделать перекат. Угу. Один убит! На ближний бой все-таки поудобнее будет на геймпаде. Но если брать стрельбу, Мы почти на месте. что в принципе 90% случаев геймплея, то стрельба все-таки лучше на клавомышь. Так, ну все, поехали. С них даже взять нечего. А че, они правда пустые все? Печалька. Ну да ладно. Ну, видимо, когда он уже один останется, тогда можно будет как-то лутаться. Собирать полезные всякие запчасти. Мы подъезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти.
Ну, это у нас местные вышки, как у Ubisoft. Черт, ты это серьезно? Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Почему бы им во вход не поехать? Да уж, Фонарик не слабо они F. здесь окопались. Ну и много им это дало. По мне, так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Но ты глянь. Угу. Какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали? Все-таки давай попробуем Выяснилось, сейчас можно в мы тут машинах посидим, что-то пока не поискать. придет Орда и не сожрет нас потрохами. Хреново подыхать в такой душегубке. Потому что ни бинтов, ничего пока нету. А если сейчас правда нападут? Здорово, Саш. Вот, первая машина, которую можно вскрыть. Берем. Обыскивая транспортные средства, вы можете найти лом, ингредиенты. Ну, в общем, ладно, понятно. Металлолом, ингредиенты, все будем пылесосить прям. И это пригодится. Да, согласен, игра прикольная. С нюансами, конечно. Кстати, сейчас попробуем одну такую вот мульку. Когда я ее проходил на PS4, там, когда зажигаешь фонарь, поворачиваешься к свету, вот так. Вот как он может светить фонарем? Они эту фишку так и не пофиксили. Фонарь у тебя что, на спине? Где он у него находится? Вот это дело они не исправили. Дальше смотрим. Что-то он бегать не хочет. Стой. Сейчас мы вот эти двери осмотрим. Может, он без фонаря не бегает? Ну, кстати, тут важная фишка, то что если у тебя фонарь горит, тебя могут спалить просто на раз-два. Угу. Предметы он близлежащий тоже собирает. Хорошо. Не надо прям к каждому подходить, нагибаться и так далее. Это прям здорово. А вот там у них гнездо. Что, Сейчас нас чуешь? научат гнезда Ох палить. ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых Картинка норм, осталось? фонарь в Слушай, жопе. давай на Как обратном раз. пути. Да-да-да. Чёрта с два. Почему они, правда, не пофиксили эту фигню, просто когда ты спиной Они много чего сделали. Они сделали то, что у главного персонажа налипает как его, снег на ноги, когда он зимой едет. Динамическая смена погоды там и все остальное. Они даже проработали некоторые разное поведение толпы, когда у них орда собирается. Но фонарь, чуваки, ну это ж, по-моему, довольно-таки важная штука. Да ты их приманиваешь. Ладно, окей. Ну вот, пожалуйста. Полетели. У меня всего 10 патронов, кстати. Держу в курсе. До свидания. Есть. Отлично. Всего 2? Да ну. Дик! Эй, Дик, стой, братан. Ну, кстати, мне нравилось гнезда чистить. Он уже сдох. Там их, правда, потом вылетает Ты штук мне по дробовик 20. сломаешь. Как он сломает ему дробовик? Об челюсти зомби? Точно. Он же металлический немножко, разве нет? Пошли. Опять туда намылился. Это лайтовое, конечно, гнездо. Об этом лагере беженцев. Ты как туда соберешься, на тебя сразу находят. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Дай-ка фонарик включим. Если бы ты сел в тот вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. А он прям ничего не хочет про свою жену говорить. Фонарь в жопе. По-моему, можно было капоты еще вскрывать, не только багажники.
Типа у каждой машины по-разному. О, наконец-то он бегать сообразил. Спасибо. Да твою же ж мать! Прям в башку. Еще Ну, Бухарь чуть ухо не отстрелил. Кстати, да, уши там у нас же это трофеи. А, трофеи тут автоматически собираются. Давай-ка мы, чтоб шороху не навели, по-быстренькому отключим. Ну, пока вот в данный момент тоже проходишь эту игру. Половину хотя бы прошел. Она же довольно-таки длинная. Сейчас в данный момент сигнализация особо шороху не вызовет, но если такая ситуация случится уже попозже, ближе к середине игры, к примеру, то можно встрять немножко. Особенно если возле Орды попадешься, то тебе труба. здесь на байке не проехать. Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Погоди, давай-ка мы сейчас вот эти вот машины впереди полутаем, а потом двинем в сторону того прохода. Пистолетные дробовика патроны. Хорошо. Ну, они там впереди в тоннеле тусят. Кстати, насчет дробовика. Пистолет. Может, его сначала использовать? Или у меня дробаш... Я не помню, у меня дробаш потом заберут по сюжету. Он же так-то Бухаря. Ладно, дробовик так дробовик. Давай сначала его возьмем. Раз уж мне все-таки дали его в руки. Так что, давай. Господи! Нет, это не Господи. Угу. Надо не удерживать. Надо нажимать. Понял, принял. Ну, начнем примерно отсюда же. Не проехать. Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, Да, берем только патроны. свети тогда в эту сторону. Ну, в принципе, игра несложная. Не так-то уж часто тут подыхаешь. Единственное, могут быть проблемы, когда Орда. Пока найдешь оптимальный маршрут. Найду тебе применение. А так, в принципе, ты не часто умираешь. Если, в принципе, еще хорошо у тебя большой запас тряпок и так далее. Ладно, Господи! делать ничего не будем. Давай, отбиваемся. Опа, в сердце. Но это же зомби. Зачем его в сердце тыкать? Это мне нужно. Это мне нужно. Это мне нужно. И это мне нужно. Пилюльки, бинтики. Все будем пылесосить. Максимально. Ну, естественно, байк не забывать заправлять. Я вот, когда первый раз ее проходил, всегда держал, ну, просто при любой возможности заправлял байк. И никогда не получалось такой ситуации, то, что мне надо его было толкать пешком. О, черт. 5:25. Ну извини, Давай, я подходи не по одному. нарочно. Бам, Вот так. бам. Не, ну все-таки, как замечательно на клавой мыши целиться. Обход надо. Лом. Да-да-да, ты лом выдираешь, короче, Ушах когда уже сигнализацию отключаешь. Ну, давай-ка мы сделаем, да, что-нибудь. Создать. Второй. Третий. 4 бинта уже. Не совсем помню, увеличивается ли у тебя при прокачке количество бинтов созданных или нет. Я вот не помню. Вон там у нас еще 4 фрика сидит. Ну-ка, стой.
Сейчас я сюда загляну. Угу. Кто-то не вытерпел и повесился. Ну, что сказать. Люди тоже слабые бывают. Не все могут выдержать подобные условия. Стой. Фонарь выключим. Сейчас попробуем, как у нас стелс действует. А, понятно. Мне весь стелс Бухарь заруинил. Давайте еще. А че не рассосались-то? Следующий. Бум. Ага. Ну, слава богу. Так, вернемся назад. Надо посмотреть, что я мог еще пропустить. Вот, пожалуйста. Лом же у нас вроде для ремонта этого подходит. Для ремонта байка. Ну или что-то в этом роде. Некоторые нюансы я забыл. Дробаш, пистолет, отлично. Вон там еще ментовская тачка. Так. Ну, нам прям на свет надо идти. Ну, что ты не открываешься? Максимально патронов. Ну-ка, зарядим. Может быть, еще хотя бы какой влезет. Блин, ну зря это сделал. Просто мне часто придется туда-сюда ходить через подобные туннели, и лучше лишний раз патроны не собирать, потому что ты берешь один патрон, но у тебя исчезает максимальное количество, которое бы ты мог взять с Еще собой. гнездо. Да, ну и вонь. Сколько там молотовых осталось? Ты Покрути последний взорвал. мыши колесо. Есть из чего новых Нажми. наподержать? Да, есть. Зачем? Ну вот, пистолет покрутил. Дробаш, пистолет. Нет, это-то понятно, то, что поменять оружие. Я говорю о том, то, что тут постоянно придется шастать туда-сюда. По всей карте. И чтобы лишнего патрона не взять, чтобы потом можно было, если что, полутаться. Вот в чем дело. Так. А молотова-то нету. Медицина. Запасной нож. Может быть, мне Бухарь даст молотов? Нет, можно просто к нему сесть и все. Тогда мы вот как сделаем. Мы, короче говоря, сейчас осмотрим последние машины. Так, карта, кстати. Да, я тут в этом... Через этот тоннель я буду часто проезжать мимо. Поэтому... Надо учитывать этот нюанс, чтобы не брать лишние патроны. У этих, по-моему, ребят тоже можно что-то будет собирать такое. Не припомню. Ну, гнезда мы потом уже будем чистить. Так, чисто по ходу дела. Угу. В сумке. У него в сумке было Я сейчас. то Быстро. самое. Нож. Метательное оружие. Так. Все, создаем. Вот так. Жалко, побольше нельзя. Ну ладно. Полетели. Готов? Вот они. Давай, подходи по одному. Такое ощущение, что... А, вот, все, зажег. Ах, падла. Один выжил. Давай, погнали. Да, сейчас. Секунду.
Я вот не помню, когда солома прогорает, можно ли внутрь войти или нет. По-моему, нет. Она просто вот потом стеной стоит и все. Ладно. Сюжет незаметно. Подожди, блин, да, можно. Я проходить. подумал насчет того, что ты сказал. Про север. Ладно. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Вон там еще несколько гнезд будет. Я Ты помню. хотел фрик-шоу? Да-да-да. Черт. Прямо кишат. Тут, по-моему, около 4 гнезд. Потом на этом же маршруте будут у нас упокоители тусоваться. Нужно больше патронов. Ты что Согласен. задумал? Походу, мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я, типа, потихонечку зайду следом, найду гараж, Черт. быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь и мы Такое себе. валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно Идея на не тот очень, свет как по хочешь? мне. Я же сказал, не сегодня. Налетай, гады вонючие! Все-то не убегут. Много убежит, но не все. Долбаные шакалы. Давайте, Давай, валите отсюда. Пистолет засранцы. давай. Стой, погоди-ка. Ту-ту-ту-ту-тун. Ну давай хотя бы я... А, все, я покидаю район задания. Ну давай тогда ближайшие тачки осматривать. Может быть какой-то керосин найдется. Там гнезда есть. Берем палку. Пригодится. Так, шакалы. По природе своей пугливы. Они прячутся в труднодоступных местах, например, на крышах домов. Несмотря на это, они могут напасть первыми, заметив вашу слабость или ощутив угрозу на своей территории. Это подростки-зомби. Вот и не лезьте, и не будет вам проблем. Давай поищем, из чего можно сделать коктейль молотов. Я бы первое гнездо хотя бы тут спалил. Ну а потом мелочь эту расстрелять, там херня. Ничего сложного. Так, керосина. Керосинка. Оп, и тряпочка есть, да? Тряпочка. Вот и чудненько сейчас мы этих ребят запалим. Я вот здесь еще повнимательнее смотрюсь. Я понял. Здорово. Спокойной ночи. И сладких слов. Тут 2 гнезда. Давай-ка глянем, что мы можем, сколько керосина запалить. Почему? Не хватает пивной бутылки. Точно, у нас же 3 ингредиента нужно, чтобы коктейль молотов бацать. Окей. Хотя, в принципе, он бы мог просто взять в этот, как его, прямо в канистру керосиновую вот это вот запихать тряпку и поджечь. Все, она бахнет получше, чем в бутылке. Не экономно, конечно, по ресурсам, но тем не менее. Ладно, пока на меня малышня не нападает. Давай мы особо суетиться не будем, но поищем обязательно бутылки. Вот 2 гнездо. Да, 2 гнездо. Там я все. Давай, короче, значит, тихо. Чтобы бесшумно атаковать противника, не знающего, нажмите R. Ну, прям это какого. Учат стелсу, да, немножко. R так R.
Тут на R и перезарядка идет, и атака бесшумная. Прям все вместе. Но надо думать, игра разрабатывалась не для геймпада, как бы. Так, фонарь у меня выключен. Давай на картах передвигаться, чтобы поменьше шороху наводить, а то сейчас в натуре все сбегутся. Кусты. В кустах можно укрыться от врагов. Перемещайтесь на корточках, чтобы вас не заметили. И бросайте камни, чтобы отвлечь внимание. Понял, принял. Но камни бросать, по-моему, тут особо смысла нету. Если веселуха начнется, то драпать будем аж до этого туннеля. Хотя, возможно, будет провал тогда задания. Не знаю точно. Вот еще гнездо, третье. Полезли, бутылки нужны. Бутылки вот одна. Сейчас мы будем палить их бесщадно. Тряпочки. Пойдет. Ду-ду-ду-ду. Не то, но я бы взял, конечно. Кстати, давай-ка попробуем медицина. У меня максималка. Коктейль Молотов. Сколько создам? 1. 2. Чего еще не хватает? Пивной бутылки керосина. Он должен быть где-то здесь. По-любому. Бля, у меня 4 гнезда, твою мать. Аккуратно. Аккуратно себя ведем. Само собой. Ягодки. Серьезно. Так, ну давай мы этого товарища рубанем. Чик. До свидания. Тут у нас 4, 5. Блин, может рискнуть и ломануться на этот, как его, хотя бы на первое гнездо. Да, давай попробуем их поистреблять чуть-чуть. А чё они все попадали-то с крыш своих? Все, вот там вот и сидите. Давай, коктейль. Полетели. Первый. А второй просто сгорел и упал. Чего есть? Есть канал? А что такое сканал? А второй просто сгорел рядом стоят. Там еще на крыше куча малышни. Давай сейчас это дело догорит, я зайду вовнутрь, посмотрю, что там есть. Главное с этим делом не торопиться. Можно здесь вот найти некоторые полезные вещи. Очень редко, но можно. Есть сканер. Ну, есть-то он есть, а что, если я так, в принципе, все вижу, что можно поднять. Какие-то моменты, конечно, да, можно пропустить. Блин, я вот не помню, залезать-то можно наверх? По идее, да. Так. Ладно, давай мы малышню пока тоже тревожить не будем. Мы спалим второе гнездо. Лови! Так, полетели. Да ё-моё, что ты так? Ну лезь уже! Что, только один? Не густо. Мы похилимся. Сделаем еще аптечку. И там бинт подберем, который валяется.
Малых 4 штуки, 5. Патронов 10 и дробашет. Не густо тоже. Вот. Чик. Что у нас тут? Патроны. Замечательно. Теперь, в принципе, можно уже и ползти малых истреблять. Если чё, есть еще палка. Но с палкой на них... Здрасте. Одному хорошенько в череп прилетело. Давай. Угу, они обратно на крышу залезли. Опа, в голову. Опа, в голову. Да ладно, что, типа, один выстрел, один труп? Ну-ка, пойдем. 11 патронов. Там и бутылка. Сучонок. Палкой по жопе. Ё-моё. Ништяк. Ну вот. Ну вот, 3 патрона, блин, осталось. Давай-ка мы аптечек поналепим еще. Чё не хватает? Стерилизатора нет. Понял, принял. Давай, делаем еще коктейль. Хотя бы один. Вот это берем. Ножка от стула. Да и это берем. Черт возьми, под щучью голову. Все, да? Давай вниз. Сейчас мы вот это гнездо спалим. Надо обходить. Патроны. Сейчас мы того просто с ножа бахнем. Хоть без сигналки. Спасибо на том. Давай ниже. Присядем. Сейчас мы как чертовых гуков тут повырезаем просто. Керосинка. Оп. Это что? Тюльпанчики, я понял. Иди-ка сюда. Тихо, 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 тихо. Оп. Потом, естественно, игра, когда поактивнее станет, уже можно будет стелсом не пользоваться, а просто в толпу с двух ног урываешься и начинаешь их просто истреблять. Ближе. Так. До свидания. Да ладно, ты еще живой. Как тебе? Добивай. А, все, он покойник. Ладно. Ну давай, руби его. Мелкий уродец. Ну да, под конец игры, кстати, они потом будут часто так нападать. Ну да ничего. Глушители. Вы можете установить на оружие глушитель. Чтобы установить глушитель, выберите меню. Ясно. Давай. Подожди. Установить глушитель. Пока это не особо, конечно, важно прям. Но можно. Кстати, я там в отеле, да, еще не забрал.
ровно. Чонок еще вернулся, пытался. Так, ну тут все почему-то странно, но их пока по 2 человека выбегает всего. Я так как-то помню, что, по-моему, выбегало на меня человек по 7, по 8. Может, просто начало. Поэтому. Так, ну коль такая пьянка, давай. Палим второе. Гнездо уничтожено. Так. Ну, понятно. Давай, 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 давай. Охотник на зараженных, сюжет что? Да, все, давайте дальше. А тут у нас сигнализация. В принципе, у нас тут ходит буквально 3-4 фрика, и их немного, и можно уже и сигналку запалить. Но давай мы попробуем максимально по-тихому их тоже порубить. Лекарственная микстура. Вот здесь у меня еще в этой ванне где-то валяется что-то. Тоже из лечилок. Угу. Что на создание нужно бинта? Стерилизатор. Точно, я же его так и не собрал. Вот здесь у нас душевой. Не, это точно не стерилизатор. Это просто бинт. Тряпочки. Ну, тряпки нужны всегда. А вот стерилизатор, да? Сейчас мы забацаем аптечку себе. Чего не хватает? А, потому что максимально. Ну, раз максимально, тогда давай лечиться. Все. С этой локации попробуем максимальное количество ресурсов вытащить. Ну-ка, вот этот дом, туда можно залезть? Хорошо, тут все. Бита. Да, ну разницы никакой. Давай мы ее возьмем. Просто чтобы оружие в руке не сломалось. На случай замеса какого. И все. Ладно. Слушай, тут еще куча предметов можно взять. Ладно, давай. Задаем шухера. Сигналка. А ну молчать. Че, никто не среагировал? О. Черт, патронов мало. Согласен. Два патрона не густо.
Что делать? Будем дробашом сейчас пользоваться. Жалко. Но мне еще этот скрывать. Горючку. Ну, точнее, топливный этот насос. Код от сейфа в мотеле «Граница». А вот патроны. А где у них этот отель «Граница»? Будьте любезны. Это он? Скорее всего, да. Чтобы швырнуть предмет для отвлечения внимания, возьмите его в руку, прицельтесь. Ну, понятно. Сейчас этот манок-то уже бесполезен почти. Но пригодится все. Да, это и есть мотель «Граница». Сколько патронов у нас? Палок-то мы еще раз добудем, а вот патроны лучше поэкономить. Да, и потише будет. Что такое живучий-то? Все. Еще два, но они тут так просто, по-моему, для мебели ходят. Давай-ка мы их попробуем порезать просто. Да, покидаем район задания. Режь быстрей. Все. Я снова в районе задания. Нормально, пойдет. Че, в багажнике ничего нет? Не в капоте. Прикольно. Так, ну что тогда? Тут все, по идее. Эти оба дома я прошел. Оба дома. Давай. В таких тачках, по-моему, побольше патронов будет. Ну, это не точно. Пистолетный, 9 штук. А, у них и багажник, и капот можно скрыть. Все, тут это тоже максимально. Но если тут фрики остаются валяться на дороге так, где ты их оставил, спустя продолжительное время трупы не исчезают, то будем надеяться, что вот этот вот лом останется на потом. И можно потом будет его взять без проблем. Так-то в целом меня интересует все. Тряпки, стерилизаторы, бинты. Пистолетный глушитель. А тот у меня что, типа прохудился, что ли? Все, максималка. Дик, братуха, ты как? Нормально. Еще нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Сейчас все будет. Подождите, Я вижу с подождите. дороги, как их там называют. Ну, эту хрень, которую покорители ставят. Сигел. Ага, его. Значит, где-то тут шастает. Но мне вот сюда, вот в это здание. А вон канистра, кстати, для заправления мотоцикла своего. Мы сейчас все осмотрим здесь, а потом уже по сюжетке пойдем. Канистры я, как правило, по-моему, выбрасывал где-то рядом, чтобы особо с дороги не сходить. Максималка. Керосин давай. Тряпка.
Хочешь, пойдет? Давай, бери. Сколько же у него керосина влезает, а? Бензин. Это потом. Ну, кстати, да, мне, по-моему, сейчас генератор тоже надо будет заправлять, так что... Черт, заколочено. Надо найти другой вход. Может быть, Там еще и малой есть лаз бегает. на крыше? Ой, походу придется канистру бросать. Давай мы ее на видном месте оставим, чтобы потом не искать. Прям вот рядышком будут тут 2 штуки валяться. Бросаем. А бутылочку возьмем. Тут еще писали то, что вот эти штуки можно взрывать. Но пока тут лютого какого-то замеса нету, я не вижу смысла палить по этим Не вещам. идет. Новые-то не вырастут. Максималка. Как забраться туда, интересно? В принципе, за одну локацию я вот уже максимальное количество предметов искомых уже почти все собрал. То, что нужно. А вот так вот мы сюда и залезем, да? Ну давай попробуем. Где-то тут у нас малой ходит. Сейчас мы его забацаем. Блин, а где он? Вон он там ходит. Давай, 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 иди сюда. По-моему, он тут не один. Ладно, давай, давай ближе к нему подойдем, чтобы патроны не расходовать лишние. Нападет, так нападет. До Так я и свидания. думал. Второй, третий, да? Вот так. Да ёпа мать. Ну ничего, вроде по прицельней как-то. Ну сейчас мы себе срезочку откроем. А в этом сарае я был, да, наверху. Окей. Здорово, Паша. Как настроение? Вот. Пиздёныш мелкий, а. До свидания. 31% набития остался. Блин, не мешало бы, конечно, ее сменить. Хотя бы на что-то. Все, я уже и как керосина набрал максималку. А наша тоже заебись. Просто замечательно. Я вот решил Days Gone вспомнить. Days Gone. Вспомнить, как она вообще. Посмотреть после порта на ПК, как работает у нас игрулька. Когда они у меня грызть? Когда они грызть меня успевает? Что-то я даже не замечаю. Глянешь, хлоп, полздоровья нету. Кто укусил, хуй знает, короче. Хотя прям очевидных каких-то покусов я прям не замечал. Должен же быть тут бензонасос. Обязательно. Сейчас бензонасос. По-моему, мы даже на эту заправку еще раз будем возвращаться. А может быть даже и не раз. Так, это сюжетная хрень. Давай к тачке. Все, давай. Все максимально собрано. Бухарь, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет, нет, нет! Хана Бухарев. Черт!
По-моему, уже прям тут Упокоитель? ему сейчас руку повредят, серьезно. Ты меня слышишь? А, черт. Держись, я сейчас буду. 60 метров пердолить до него. Чтоб тебе, Бухарь, где ты? Я их слышу. Бухарь, где Аптечка. ты, брат? Ты где, брат? Да-да-да, руку ему сейчас прижгут. Кстати, тут есть такая особенность. В игре, короче, если, допустим, в катсцене в какой-то или еще что-то, вот, по-моему, Дикону руку повредили, у него этот ожог останется прям до конца игры, и он будет постепенно заживать, как вот рубцеваться и так далее. Тут нет такого, то что, знаешь, чуваку там, твоему главному персонажу повредили руку, и там спустя там 4 катсцены у него рука идеально новая, чистая, не испорченная. В этом плане молодцы. Тут даже, короче, я смотрел, чувак один вот включал фоторежим, и во время дня и ночи у твоего персонажа, у Дикона, у него даже зрачки сужаются и расширяются. Гениально. Допустим, RDR 2 не сделал такого. Но у нее там немножко другие нюансы в проработке мира. Символы заблудших! Пошел ты! Ах вы, суки! Байкер! Ты должен покориться, Байкер. Ведь ты Байкерский заблудший. байкер. Но мы поможем. Мы покажем тебе путь. Путь. Мы поможем. Ты не из найденных. Покорись. Ты Покорись. потерянный. Покорись. Покорись. Как бы он должен покориться, я не понимаю. Смириться и покориться. Вот как? Так, укрытие. Чтобы занять укрытие, присядьте рядом с ним. Чтобы присесть или встать, нажмите Ctrl. Упокоители, сволочи. Сволочи, подонки, смена руки. Вот это я вообще не совсем понимаю, зачем это, если тебе там сподручней с одного, видимо, ракурса целиться как-то. Может быть, когда укрытие мешает, тогда, может быть, эта штука пригодится. Ну ладно. Видела. Нам нужен дробовик, во-первых. Потому что эти упокоители чуть-чуть бешеные. А где третий? Вот он там сидит. Эй, я здесь! Нахуй ты орал? Отвалите от него, ублюдки! Меня защищай. Ну, твари, подходи! Ну стоять! Он ищет. Подстрелили! Подстрелили. Зачем я на них сбитый ломанулся? Ну да ладно. Аптечек полна жопа огурцов. Бухарь, Прикончил. Все. давай, уходим скорее. О боже. Да, твою мать. Ну-ка, вставай. Да сам я. Да ну-ка, давай, вставай. Покоритель. Валить. Да там орда идет. Сука! Хрен с ним с упокоительными, хрен с ним с рукой. Довалились. Так. Рука. Не смотри. Охренеть. Бухарь, не смотри. Не смотри, говорю. Садись уже! А, черт! Но в этом плане немножко мне непонятно. Рука обожженная, но мышцы, по идее, не задеты, сухожилия тоже не задеты. Да, ожог сильный, как бы, но люди, бывает, выживают, у них там 70-80% кожи просто сожженная. А тут у него, ну, рука, да, повреждения серьезные. В момент постапокалипсиса нету хороших лекарств, какого-нибудь антибиотиков и так далее. Как бы можно получить заражение и все остальное. Тяжело, конечно, такие вещи будет лечить. Но тут прям дойдет до ампутации. Не знаю. Черт. Я думал, нам крышка. Так. Бухарь еще и басосик немножко подразбили. Смотрюсь на всякий. Ну вот еще.
Я на боковую. Вроде все на своих местах. Чё? Да тут и красть нечего. Койка, я по тебе скучал. Вот он, кайф. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные бинты и болеутоляющие. Не оставляй, это мой байк. Да не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Мы сейчас обратно будем возвращаться в первый тоннель, по которому я проходил. Соответственно, зайдем туда в Неро, аванпост этот зачистим. Ну, скажем так, аванпост. Там надо будет заглянуть еще гнездо я спалил. Да и все. Ну, как раз мы прибыли на нашу первую базу. На ближайшие где-то часов 5-10 она будет нашим хабом. Давай. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. А Бухарь? Ну, Минус ладно, дробовик, что сказать. держи. Спасибо. Я без него просто как голый. Ну ничего, потом просто любого, ну не любого, как бы будет очень много огнестрела разного, и потом можно будет, если хорошо лутаться, естественно. Вот, будет много разного огнестрела, выбирай, не хочу, там автомат Томпсона, блин, и все остальное. Вот. И плюс еще будет много рукопашного оружия, так что мы потом крафтить его будем и так далее. Это без проблем. Новые предметы, оружейный шкаф. Да, что там есть? Да, пистолет ни хрена нет. Особое. Арбалет. Его мы возьмем. Чик. Оптимален для бесшумной ликвидации противников. Вот. Арбалет на это у нас на первых порах игры, когда особо замеса нету, но нужно действовать по стелсу, арбалет он будет нужен обязательно. Ну и подхил, естественно. Ну, типа, знаешь, какое-нибудь гнездо спалил, падлы, типа, выбегали, короче, ты их с арбалета пощелкал, стрелы вытащил, дальше пошел. Черт, Бухарь. Рука сама не заживет. Что ж делать-то? Нужно найти медикаменты. Ну, я, конечно, особо не медик, но надо что-то типа антибиотиков. Давай посмотрим, что у нас тут вообще есть. Канистра. Вот здесь, по-моему, еще внизу у нас что-то из полезного. Причем эти штуки будут респавниться периодически. Я особо не медик. Да, вот. Бита. Заменили. Хорошо. Когда такой ожог, по-моему, я не знаю, в таких условиях, по-моему, оптимально просто взять хотя бы на руку нассать. Чё, моча, между прочим, тоже антисептик. Заражения не будет. На его байке я не поеду. Надо добраться до моего, пока не стемнело. Ну и пидор. Я бы поехал. Это как бы Бухарь уже Понял. нам. Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Может быть, это шнырь? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Подожди, можно, по-моему, что-то создать. Да, давай, болты. 10 штук. Но, блин, я вот не помню, кто там шарохается-то. Мы, если что, его, конечно, кортиком, как поросенка запорим, но и не факт. Кстати, странно, до этого показывали то, что
пятихатка была метров до байка. Уже 140. Байк у нас телепортируется. Я думаю, в этом есть что-то зловещее. Еще, да, нужно не забывать вот эти штучки обдирать, они для болтов пригодятся. Это кедр. Побеги кедра. Кедр, хуедр. Идем-ка тачку сначала вскроем. Ну, точно, у нас, короче говоря, кусок лома уходит на создание болтов. Побеги кедра и лом. Зачистить лагерь мародеров. Бесшумности метки. Посмотрите в бинокль с помощью нажмите, чтобы отметить противника. Отметив противника, вы сможете следить за его перемещением. Кроме того, если противник человек, метка позволит вам узнать его степень встревоженности. Все равно тут всех прямо узырить не получится, как бы ты ни усирался. Как я и говорил, те намады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Да серьезно. Какая-то типа караульная вышка, забор. А ты не дела. верил? Приходи, бери. Ну чё, неплохо. Как стемнеет, нагрянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Так, тут, короче говоря, у нас Небось пушки. Да как минимум 3 человека. Мы их уделаем. Кто еще Не, кого какой? делает? 4. 4-5. Ну, в принципе, тут можно в наглую их ебашить просто. Что? Что? Кто это был? Да действительно. Кто бы мог-то? Их 6 человек. Я бесшумный, как пердеж. Ниндзя просто. По-моему, наверху кто-то есть. Нет, но есть немного кедра. Слушай, они отмечаются крестиками, их можно шмонать еще до кучи. О, стерилизатор. Ну давай тогда и следующего тоже обнесем. Любые, да. Аптечка вон. Да тут можно лутаться вообще хорошенько. Целых 2 стерилизатора. Так. В зеленой куртке умрет первый. Что там? Я сама ночь просто. Ага. Вот этого мы сейчас попозже поймаем. Главное перемещаться вдоль этого камня. И его мы бахнем, когда он сюда выйдет. Там он еще фрик далеко гуляет. А? А? Бля, он же труп заметит. Я что-то видел. Пошел ты. Кто здесь? Иди посмотри, кто здесь. Цыпа. А тому дальнему вообще похер. Тут вообще братская могила намечается. Черт, у нее кровь! И у тебя кровь. Причем этот крикнул и стоит на месте. Очкует. Да ты успокойся. Чик. Тряпок-то набрал, а? Можно целый тряпошный завод делать. Чего? Я просто рассчитывал, то, что сейчас какая-нибудь стрельба будет, я не знаю. Я сейчас нашумлю, накосячу. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору О'Лири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды. Хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, от одно к одному.
Все-таки пора перебираться на север. Я-то думаю, как он, блядь, с ним Сначала руку разговаривает. твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. В, Конец магазине, связи. в магазине можно так стеночку приподнять? Берем. Тебе уже ни к чему. Да. Так, быстро смена оружия. Ну, это понятно. Вот насчет этот, как вам. У него, как обычно, у всех это бывает, у него магнитная спина. То есть, прикинь, да, какой у него должен быть здоровенный, какой черепахи-ниндзя магнит, чтобы просто он это, какого, держались все стволы спокойно. Вот, чик, чик, видишь, какой магнит охуенный. Черепашка-ниндзя, блядь. Так, ладно, давай мы еще наверху посмотрим, что там можно подрезать у них. Но, по-моему, я тут все собрал. Палочку, да, по-моему, можно тиснуть. Между ними разницы никакой. Отлично. Патровочные винтоны. Берем. Жрать не просят, но пригодятся хорошо. Стой, можно что-то сделать? Вот, допустим, коктейль молота. Пока я все гнезда не зачистил, эти ребята пригодятся. Микстура, аптечка. Ладно. В принципе-то и все. Давай-ка с арбалетом будем наперевес пока носиться. О, опять у меня 300 метров до этого. До байка моего. До байка моего. Запас сил иссяк. Долбаные фрики. Такое ощущение, у меня реально мотоцикл мигрирует. Тудым-сюдым. То 150 метров, то 500, то 300. Сделай что-то с трактористом. Баллистика. На арбалетные болты влияет сила тяжести, поэтому высота их полета становится меньше с расстоянием. Чтобы поразить цель, находящуюся на большом удалении от вас, цельтесь выше, чтобы скорректировать снижение болта. Черт. Быстрее, Цель быстрее. Алуши называется. Бежать. Бежать. Да, бежать тут еще. Мы будем давать бой. Эх. Че, кстати, посмотрим, точно можно забирать с них болты? Нет, этот впитал в себя, прям в голову впитал, болт не выдрать. Это мой в шею попал, но тоже не достать. Ля печалька. Я думал, можно их брать. Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему? Фрики С неба хуики. все время льет. Может быть, ты потому что, как его, в Огайо находишься? По-моему, он в Огайо бегает. Хороший, кстати, вопрос. Почему с неба все время льет? Здравствуйте. Узика ему угодил. Но его можно обобрать, да, по-моему? Нет. Какие болты верните? Где я вообще? По идее, уже недалеко. Где я вообще? Ты в лесу. Надо добраться до байка. Я уже близко. Близко, да не очень. 150 метров ты попробуй еще пробеги. По-моему, где-то здесь у нас орда, во-первых, шарохалась. Лучше, по-моему, идти поверху. Там еще какие-то палаточки. Только с ней взять нечего. Четверо. Ох, чисто дробашом это сейчас всего запахнет. Блять, промахнулся.
Так, ну вы, ребята, это... Аккуратненько себя ведем. Да, стелса не получилось. Короче, Склифосовский. А дробовика-то нет точно. Твою мать. Прям в зубы им попал. А у этого зубов, походу, не было. Попал не сразу. Пятнашка патронов. Ну, такое себе. Так, стой. Давай, сначала хилимся. Потом болты делаем. Все попросрал. Десяточка болтов. Так, медицина. Чик-чик. Где эта петушка-то? О, чё мне? А, у меня максимально. Подожди, а только что же у меня было 6 бы этих. 6 тряпок. Хилищих. Так странно. Игра посчитала то, что можно запихнуть тебе 6-ю, но теперь 6-ю не создать. Окей. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Я вообще еще поглядываю, бегаю кедры. Так, там у нас ментовская тачка. Ну давай вот мы сначала вот сюда. Вот эти пару домиков полутаем. Ментовская бибика нам тоже зайдет. Сейчас надо будет к Бухарю возвращаться. Бутылочки. Ну и как обычно у него бездонные карманы у каждого персонажа. Просто влезет и не знаю. Все. В сортирах тут, я помню, любит народ бегать. Значит, во втором. Здрасте. Значит, в закрытых туалетах у нас будет кто-то. Ладно, тут пару машин, я уже к ним не побегу. Просто вот давай по прямой. Там у нас тачка стоит и заодно мотоцикл. Сейчас мы с машины возьмем пистолетные патроны. Это здесь. И Мы потом оставили его здесь. поедем. А, точно, байка-то нету. Привет, экшен игра. Игры экшен. Оп, до свидули. Дальше. Жалко, первый раз в башку не попал. Блин, а мне почему-то помнилось то, что можно как-то с них было эти болты извлекать. Чтобы новых не делать. Ну, ладно. Катсценка. Байк исчез. По-моему, байк свои же Блядь! спрятали. Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Куда вы дели мой байк? Эй, стой! Подожди! Черт! Следовать за людьми Я твой Коупленда. байк не трогал! Да, полутаться не получится возле Я не буду ментовской тебя машины. убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда, я ничего не знаю. Эй! Мне просто нужен мой байк! Так, он Я выдохся. ничего не делал. Ну, говнюк, нет, все-таки, знаешь, я буду убивать. Так, как медленно у него... Да, согласен, Бухарь, игра слышишь? прикольная. Ты забрал байк? Нет. Правда, Люди некоторые Коупленда миссии в добрались до ней него есть первыми. вообще, которые ни о Я чем, пошел в его типа лагерь. пердоль Конец связи. через всю карту, чтобы просто с камнем поздороваться. Ну вот он до лагеря добежал. Почти. Да, вот он лагерь.
Давай, 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 давай. Подыхается быстро. Смотри, там кто-то есть. Открывай! Открывай! Это я! Рейнольдс! Открывай! Сент-Джон, И меня заодно пустите. какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. Как обычно, я не я, и лошадь не моя. Хорошо. К нему-то я и пойду. Сейчас, по сути, мы так и будем туда-сюда тусить от своей базы до лагеря Коупленда, брать задания и шустрить где-нибудь в округе. Погружение, так сказать. Так, кухня. Давай посмотрим, что у них тут. Кухня, растения, мясо животных. Ну, я, в принципе, пока еще ничего не подбирал. Вот у меня немножко малинки, какая-то дичь, трава. Я не знаю, что это за трава. Похер, продать все. Пока что все. Доверие тоже надо зарабатывать. Да. Привет. Пушки сдадим. О, я видел, как чувак Привет. только что телепортировался. Он стоял сначала в одной точке, и потом резко перебросился в другую. Ну что тут говорить, если тут у них в жопе фонарики, так что... Сдача трофея, в уши фриков, та-та-та-та-та, ну понятно. Я надеюсь, ты принес мне трофеи? Винни ты принес? Да. Ты Да, убивай, да, а я деточка, буду да. считать. Это все. Прическа у нее козырная. Ну, увидимся. Увидимся. Вот, оружие. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну или просто не заметил. Все пашу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книги. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Ну, мотик у них. Вот поработай голодным, мигом дзен обретешь. Я тут ищу... Ты ее только на днях прошел. Да? Я ее проходил, когда она только вышла. Не-не-не. Этот не бери. Почему? Его только привезли. Какой-то урод сиволапый. Я однажды забрался в такую локацию, ну, когда вот проходил, когда она только вышла, забрался в одну локацию, и там просто елки, как будто с первой плойки срезанные. Там они просто забыли кусок карты дорисовать. Была жопа вообще. Я еле выбрался отсюда, там, попал в какой-то затекстурье, короче. Реально там елки в 2D нарисованы, как бы, я не знаю, я в школе так, по-моему, рисовал в классе в первом елки. Там вообще в какую-то дичь попала, как раз она рядом была, вот эта вот недорисованная локация, она была рядом с локацией, ну там по заданию, по сюжетному было. Вот, я то ли заехал не туда, то ли свалился с горы какой-то. Да, по-моему, с горы какой-то я свалился и попал вот в эту хрень, короче. Долго выезжал, потом меня все-таки выблевало с этих текстур, но жопа полнейшая. Надеюсь, хоть на ПК с портом они ее запилили. А то как-то не очень будет. Бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса, типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял. Тиснули байк у него. Когда я сказал урод, я имел в виду того урода, который его пригнал. Понимаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда Что мне заявляются. не обязательный диалог. Ну давай мы его пропискать не будем. Люди Я водищи должен много идти чего за ним, я так говорят. полагаю, и выслушать его. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше Хуя они замахнулись, форель пока пойдет. Форель попробуй поймай еще. пускают. Однажды она кончится. И форель, по-моему, если Это не всё ошибаюсь, остальное. рыба не озерная, а речная. Нет. Озерная тоже.
Но все равно форель не так-то просто поймать. Мы с отцом здесь охотились на оленя. Строили засидку, клали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. А отец признавал только один закон — Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка — страна свободы. Да, это точно. Блин, все поднимается и поднимается. У него тут черный 13-этажный отель. Тут храпит прям в ухо мне. Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? Мы его чуть-чуть ебнули только. Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Ну, по идее, да, он Классненький тоже... парень. По идее, да, он тоже прав с одной стороны, потому что он этот байк просто бросил на дороге, он даже его в лес не закатил, особо не спрятал, он просто прикрыл его ветками. Вот, и потом он поперся, короче говоря, сразу же с бухарем кататься. Мог бы взять, заныкать байк чуть-чуть подальше, накрыть также ветками. Его бы вряд ли нашли. Просто хотя бы, если бы он его отволок на метров 10-15 от дороги. Во враг куда-нибудь скинул, где ветками прикрыл. Можно даже было трупами закидать, коих много. Ну окей. Так что он тоже ему не предъявляет. Мало ли, может, это кто-то бросил. Ну, просто бросил мотоцикл, когда неизвестно. Ну, типа, может быть, и он там лежит уже полгода. Ну, в принципе, это тоже было бы заметно. Ну, хорошо, 2 месяца, может, он уже там бесхозный лежит. Они взяли да разобрали, и что. Ничего удивительного, так что он им зря предъявляет. А то, что предъявляют они ему, то, что ты, скорее всего, завалил одного из наших людей, как бы, у которого был схрон лекарств, и у тебя висит его кепка. Вот это вот косяк, кстати. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Коп, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп? О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков, засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но я разберусь. Не сомневаюсь. По сути, он ему теперь должен. Они могли бы его вообще завалить, как бы и глазом не моргнуть. Мы, конечно, сейчас по возможности их обнесем. С днем рождения, Коп. Значит, у него была дочь. Как Да так уж, к делу Коп. относится? Теперь-то у нас оружие никто не отнимет, так ведь? Ну и все, по идее, больше тут собирать нечего. Вернуться к Мэнни. Нам сейчас этот Мэнни, по идее, должен, да, наш байк первый собрать. Кто так жутко храпит у вас, а? Очень громко, но никого спящего нету. Звук прописать не забыли, но забыли нарисовать чувака, который храпит тебе в ухо. Отлично. Хотя нет, не он. Никого нету. Кстати, калаши в этой игре неплохо работают. Ну и автомат тоже. Типа Томми Гана. Мне сегодня проблемы ни к чему. Да?
Так, давай к торговцам еще раз посмотрим. Что тебе нужно? Припасы, шкаф. Не то. Основное тоже нет. Да, просто пополнить боезапас. Сколько у меня? 200 баксов. Я могу предложить еще что-нибудь. Хорошо. Пока нет. Эй, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня. Я же не знал, клянусь. Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал. Я понял, да. Я тебе все возмещу, честно. Вот, гляди, новый склепал. Ты называешь эту хрень байком? Ну да, он не... Ладно, я еще поищу. Ну, потом будем, походу, я улучшать все его. устрою, клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Слушай, давай по-хорошему. Байк потом прокачаем. Так, нам надо на горе 4000 опыта, ну, бла-бла-бла. Хорошо. Доверие плюс 1000. Пора в дорогу. Неважно, Окей. Мэнни. Выглядишь ты не очень. Поняла. Минутку. Так, очко навыков. Стрельба, рукопашка, выживание. Ну, посмотрим, что у нас тут есть вообще. Это при использовании взгляда с ну, это такое. Показ растений на миникарте тоже нет. Дает шанс вернуть болт, выпущенный из арбалета. Вот как это качается. Берем. И это будет нужно. До большого количества. Пока у нас появится большой боезапас, Пожалуй, я... придется болтами попользоваться продолжительное время. Так, новые улучшения. Механики, живущие в лагерях, могут заправить, отремонтировать, модифицировать и улучшить ваш байк. Надо Смотрим. Да. Движок. Сколько стоит вообще? Бензобак, естественно, первым делом качаем. Сейчас выбрано. Все, я понял. Нужно доверие и 800 баксов. Рама. А мы хоть что-то можем качнуть вообще? Первый уровень. Да, везде нужно уровень доверия 2. Ничего не качать. Но денег на кое-что хватает. Так это, покупаешь или как? Не орит. Краска, дизайн. Угу. Да. Пока. Придется на этих ребят побольше поработать, чтобы хоть что-то себе забацать. Ну и, соответственно, трофеев понасобирать. А где мотоцикл? А, вот он. Увидимся, Дик. Я уже думал, идти вот. И его тоже тиснули. Ладно, поехали. Господи, что вы с ним сделали? Так, что у нас по заданию? Ваншот. Это у нас что? Пора в дорогу, сюжетка. Я что-то не пойму, подожди, сюжет, карта, навыки. А где дополнительные задания? Ага, вот так.
Ну, остальные потом будут постепенно открываться. Так, давай тогда мы, короче говоря, что? Мы сначала... Вот, сюжетная линия «Мой брат». Отмена выбора задания. Ага. Какая, ну, вот этот вот, короче, активно, а которые не активны, они желтым полностью закрашены. Я понял. Давай мы, короче, сначала к Бухарю, а потом чуть дальше двинемся по карте. Чтобы войти в занос во время разгона. Я понял. А что такое? Он утонул в озере, свалился в пропасть, но вы не ушли от него далеко, то можно отыскать при помощи карты. Бухарь, ты меня слышишь? Не знаю, я байки не терял. Как ты там? Как рук... Я байки не терял, но было дело, что... Нет, по-моему, я не терял. Если умирал, по-моему, то сразу же вместе с байком. Не знаю, как его тогда восстановить, вернуть. Может быть, в ближайшем лагере. Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я сгоняю к блокпосту Нера. Поищу там стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет, нет. У тебя ожоги 3-й степени. Оставайся там и лежи. Я уже скоро буду. Мне бы... Не знаю. Можно от боли чего-нибудь? Ну, хоть сказал по-честному. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Вот он, блокпост Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря. Блять, я еще высадиться не успел. Они уже нападают. Да, тут стелса, короче, не получится. Ладно, хотя бы по-тихому попробуем их завалить. Ой, ты сдохнешь, нет? Сколько их еще тут? 20%. Да, износ очень быстрый пока. Сохранение игры у байка. Ну, это понятно. Далеко. Ну, просто возле байка стоишь, игра сохраняется. Вот, у нас есть Исаак. Мачете. Она, хотя, конечно, не такая прочная, как бита. Но, тем не менее, разносит пошустрее. Че, пустой ящик? Как хотите. Сейчас сначала здесь в округе осмотрюсь. Угу, канистра. Ну, канистру мы прямо на дороге будем оставлять, чтобы, если что, заправляться побыстрее. Хотя тут, наверное, еще же надо будет генератор заправить. Так, давай, чтобы болты пригодились. Хотя нет, по-моему, ее можно и это, с ножа бахнуть. Давай-ка аккуратненько. Тряпочка. Так чуть-чуть эффективней. Блин, я помню, что ты, если открываешь вот этот вот дверь Неро, то, по-моему, начинает народ слетаться, если ты там не отключил эти громкоговорители. Да-да-да. Сейчас. Давай, арбалет, создать болт 1, сразу 2. Это мы тоже забираем. По-моему, мне патроны не нужны, да, я же недавно их покупал. Или да. 5 патронов. Сейчас будем обрезать громкоговорители. Одного уже нет.
Его кто-то обрезал за меня. Так, окей, не знаю, давай сначала вот это я все тут обойду. Потом будем уже генераторы заправлять и так далее. Мне интересует вот там то, что я сжег. Генератор. Тут должен быть генератор. Да подожди ты. Я тут сжег не так давно. Одно гнездо. И если оно заново не зареспавнилось... Есть. Вот он. Чё? Пивная бутылка у него. Не додемка. В смысле? Вот здесь было гнездо где-то. Либо я нахожусь с другой стороны. Ладно, похер. Сент-Джон, это Коуп. Да. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона — это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. А может, они просто, как и я, устали слушать твою параноидальную чушь? Отбой. Ладно, давай, короче. Я, получается, нахожусь с обратной стороны этого... Блять, упал. С обратной стороны этого моста. Точнее, не моста, а тоннеля. Вот, и... Туда я по-любому в другую сторону поеду. Так что это мы потом сделаем. Давай тогда скрывать этот... Ну как эта херня называется? Контейнер, наверное, короче. Внутрь забираться вот сюда. Это все громкоговорители? Это мне кажется, что нет. Тут если хотя бы один не спилить, то шороха наведет. Ну, в округе, в принципе, не так уж и много народу. Орды пока не бегают. Но тут в этом случае лучше перебдеть, конечно. Стой, есть там что? Нету. Блин, вроде все. По-моему, они вот здесь громкоговорители никогда не ставили. Рядом в стоящих палатках. Ладно, давай заправляем, короче. Заправляем генератор. Открываем дверь. Так, давай. Поехали. Вот так. Надо будет еще байк не забыть заправить. Хорошо. По-моему, канистры тоже могут быть пустыми. Я вот этот момент что-то немножко не помню. Но их буду швырять на видное место лучше. Так, давай, Давай, запускаем. падла, заводись. Да. Да. О, да. А, и все, да? Так, стерильные бинты. Где они могут храниться? Так, ну давай мы сначала все тут обнесем как следует. Здорово, Илюх. Здорово. Двери все пооткрываю, на всякий случай. Все, что, в принципе, можно отсюда вынести, я сразу же вынесу. Ну, из очень полезного, а так больше Да. никто сюда не заберется.
То, что доктор прописал. Теперь надо вернуться к Бухарю. Опа. Сейчас будем ширяться. Инъектор Нера. Инъекторы встречаются в передвижных медпунктах на блокпостах Нера. Их можно использовать для повышения максимального здоровья, запаса сил или концентрации. Это что такое? Аппаратура Неро. Это что-то вроде инъектора. Почему бы и Ладно, нет? давай здоровье. Будем поочередно улучшать. Надо было поправить здоровье. Таких у нас контейнеров будет много, так что... Ну как, относительно много, конечно. Можно тут поспать. Это что? Диктофон. Мы готовимся к отступлению. Понял. Пистолеты. Ничего. Нам сообщили пару минут назад. Все, чем мы здесь занимались, было пустой тратой времени. Сотни инфицированных движутся из Фервелла по шоссе. Их не сдержать. Блокпосты разгромлены. Мы уходим! Все, я иду! Стойте! Нет! Они ничего не сделали! Не надо! Боже милостивый! Лучше б ты свалил вместе с дружками. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. Тупой ублюдок, мать-то. Техника IPCA. Что это за техника такая? Какой-то лут новый, кстати. Какую-то технику я еще не подбирал. Подожди. Я же эти двери только что... А, нет, тут и больше дверей. Дверей просто 4 штуки, по-моему. Но, по-моему, если за тобой несется орда, ты забежал в этот вот контейнер Нера, ну, откуда я только что выбрался. Если лег спать, по-моему, они все-таки уйдут со временем. Если тебе повезло. Вроде дверь не ломает. Так, 87. Подожди. Чего, уже 72? А, это он покоцан на 87. А бенза я уже на 72% спалил, ни хрена. Это поправимо. Ехал-то Вроде 20 порядок. метров. Будем чинить мотоциклу при любой возможности вообще. И заправлять тоже. Если этот нюанс учесть, то да, мотоцикл не подведет. Ну, а баки и так далее. Подожди, ну куда ты? Заправиться. Баки потом это все дело мы качнем. Так. Быстрое сохранение. Бросить. А как заливать у нее горючку-то? О. То, что надо. Надо с другой стороны просто подойти. Порядок. Все, канистру мы поставим вот тут. Оп. Все, теперь можно спокойно ехать. Правда, в другую сторону, мне бы туда. Но все равно, в принципе, это такой сквозной туннель, то что мы будем часто мимо него сигать, проезжать, как бы. Нормально. Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Думал, что-то полезное лежит. Там Бухарь, по-моему, просто отключился, если я не ошибаюсь. Накатиком поедем. Бенза не расходовать. О, волчара. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Да уж, Коуп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делаешь, С что волками можешь, мы потом сукин сын. попозже встретимся. Я еще успею с них трофеи надергать. Пока так. О, прямо возле лагеря растет. Чик. Сколько болтов у меня? 9. Ну, это максималка.
Так, что там? 83%. Так, канистру сразу подтащим. Просто чтобы потом ее не искать. По-моему, сами канистры заполнять не нужно, но байк нужно каждый раз заправлять. При любой возможности вообще. Вот так. Потом поначалу это надо будет Вот делать байк. реже. Но первое время прям за этим надо следить. Потом, когда уже ты нормально бак прокачаешь, можно будет кататься просто практически с одной точки до другой, без заправки. А карта тут, ну, приличная, кстати. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь. Черт. Бухарь! Эй! А, что? Эй, да тихо ты, псих! Черт, Дик. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а? Нет, не Покажи надо. мне руку. А что тут смотреть, она вот. Все, псих. Рука так-то на виду, что ее показывает. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Так, задание выполнил. На 93% задание выполнено. Надо было еще, блядь, что-то сделать, я не понимаю. Вроде все сделал, то, что надо. Плюс 750 на доверие нужно 5000. Печалька. Так. Продолжаем. Патриоты не должны голодать. Погоди. А у меня подряд, что ли, задания идут? Хорошо. Странно, но я получил одновременно 2 сюжетных задания, и они просто начали выполняться по очереди. Думал, как обычно, знаешь, заходишь в локацию, потом, ну, набрал, короче говоря, всех этих. Набрал себе заданий и потом выполняешь их, сколько влезет. Тут как-то походу иначе. Ну ладно, еще посмотрим. Давай, наверное, сейчас перерывчик сделаем, да, на 3 минутки. Я сейчас подойду.
Я поехал. Ну, как бы развернуться-то тут. А. Тихонечко. Накатиком поедем. Бенза поменьше уйдет. Ух, Африка как-то собрал по дороге. Она мне само во второе ухо. Они мне уши сами в карман прыгают. Я не против. А в горку чуть притопим. Ай. Стой, керосинка. Все, берем. Кстати, давненько я коктейль молотов не делал. А, ну у меня максималка. Бинты точно ничего не надо. Как хотите. Все, там уже они подбираются ко мне, потихоньку бегут. Бля, зачистить лагерь. Ладно, давай мы тут в наглую мотоцикл оставим. Это люди! Пизда мне. Я спалился. Печалька. Это последний. Мы в норме. Так, ну давай что, болтами попробуем отбиться. А, он меня зацепил! Зацепил. Бля. А сейчас не зацепил. Сука. Да ё-моё. Наконец-то хоть одного. Хоть в одного попал. Давай еще болтов надергаем, наверное. Стой. Ну сейчас болты. Прекращение поисков. Если вас заметили, скройтесь из поля зрения врага и найдите укромное место. Через какое-то время враг прекратит поиски. Ну понятно, как обычно тут стелс. Враги тупые. Глухие и слепые заодно. Вижу его! О, круто. Да я болт подобрать, чувак. Давай-ка мы где-нибудь все-таки посидим. Болтов поделаем. Все, кедра не хватает. Вижу! Второй. Нихера он там причесывает. Нам, говорит, мужчины нужны. Ты хватит прятаться. Мы сейчас это поговорим с тобой. Ну, конечно. Так, давай попробуем точно выстрелом его ёбнуть. Готов. Еще 7 человек. А, остальные у нас вон там тусуются. Понял, принял. Давай тогда мы, короче, полечимся. Будем потихоньку выше подниматься. О, вот и Калашников. Калашников или ружьем? Калашников, естественно. Обрез либо автомат. Так-то автомат лучше. Да, основная толпа вон там внутри сидит. Только сначала давай вот сюда-то глянем.
Эй, чё, блядь, патронов нет. Серьезно? Почему? Чё же я внимание-то не обратил, что у меня патронов ни хера нету? Вот патроны стояли. Все. Ладно. Пойдем повоюем. А где он? Лысый дядька у нас ныкался прямо вот за этим вот, за этими мешками посередине. Он второй ходит. Причем я так понял, что они меня больше не пасут, раз музыка закончилась. Что-то движется. Блять. Но они прям на чеку. Вон там еще один ходит. Давай вот его попробуем бахнуть. Сейчас посмотрим, насколько они далеко вообще меня спалить могут. Давай, поворачивайся уже. Ну-ка, получится застрелсить его. Да, нормально. Один бинт. Что патронов у меня? Типа больше в калаш не улезает, что ли? Оригинально. Вот. Он же был с автоматом. А, у него пистолет. Бля, мне что-то автомат показался. Ну ладно. Я думаю, что вот тут парочка у нас, да, будет чуваков. Патроны. Вообще никого. Здорово, Собакин. Цели. Так, там фрик. А где остальные-то? Значит, все в лагере там тусят. Пошли дальше. Херно, это отсюда попробовать его ёбнуть. Не, далековато. Да, потихонечку. Нет, не первый раз. Проходил, когда только вышло. Вот этот лысый хер, который там палил меня. Я что-то видел. Чё ты там видел? Вот ты где. А, понятно. Он меня уже спалил. До свидули. Убить ублюдка! Убийца! Бинт, нет места. Да, они тут все с пистолетами. Иду назад, прикройте! Хотя нет. Сукин сын, одного До потеряли! свидания. Зацепила! Очко. Ха, доступно очко. Тихо. Оп. Господи! Подстрелили! Да почти же. Сучка. У нас Бессмертная. потери, потери! Еще два. Вот этот и один еще в центре где-то будет. По-любому. Ладно, давай мы этих ребят пошманаем, которые есть. Один вот тут, да. Осколочная граната. Ну надо же. 2 раза проходил. Ну, видимо, понравилось, да? Мне вот некоторые миссии только не зашли, а так она играется отлично. Я просто хотел еще посмотреть, как же ее они все-таки на комп портировали.
Вот. Некоторые миссии тут напряженные, типа Попался! пердолить через всю карту, чтобы с камнем поздороваться. Наших бьют! Это был последний. свидания. Господи, Коуп, скольких ты успел выбесить? Вот, я говорю то, что некоторые тут... Чё там? Некоторые миссии у них, типа съездить через полкарты и с камнем поздороваться. Такое себе. Знаешь, за 5 минут, наверное, такие миссии можно понапридумывать 20 штук. Так. Вот, но это, некоторые наверное, есть был прикольные. генератор, но теперь это просто решето. Там вот этот, в принципе, вся линейка квестов с этим недорэпером, ну, который такой в кепке, с таким козырьком, короче. С ним вот квесты прикольные. Персонажи некоторые тут хорошо прописаны. Да и тот же самый Дикон, почему бы нет. Хорошо прописано. Просто элементарно, если сравнивать с той же самой Horizon Zero Dawn, как там Элой прописано. Это вообще разные вещи просто. На компе я скажу точно, что она поприятнее, чем на 4-й плойке играется. В разы просто. Просто хотя бы из-за стрельбы с клава мыши. Так, и чё? Ну там кто-то агрится вот с правой стороны, прям я вижу. Патроны для автомата. Хорошо. Парочка фриков, да, тут ходит и все. А давай-ка мы на них не будем тратить вот эти дела. Мы на них болта врежем. Здрасте. Вот. Ну, один выстрел. Точнее, 2 выстрела, 1 болт плюсом. Уже поменьше расход. Не зря прокачал эту способность. Пригодится. Потом, конечно, когда уже орда зачищаешь, там вот эти вот, уже арбалет тебе вообще тут нахрен не нужен. Так, ну и все, да? На крыше ничего нет, а вот тесачок мы, пожалуй, подрежем, ребят. Мой-то подизносился чуть-чуть. Все равно, по-моему, я сюда уже возвращаться не буду. Хотя плюс-минус тут таких полно вышек. Бля, людей жалко, которых они тут вешали. Или они сами? Да нет, не похоже. Одному так вообще полъебальника снесли. Слушай, я еще что-то припоминаю, то что вот сюда ты должен забегать и спускаться вниз. Там у тебя должны быть боеприпасы, сейф, там поспать можно. Ну, это позже, по-моему, открывается. Подлечиться. Ну, давай. Чё. Я как бы конкретно все это дело лутаю, так что... Так что у меня хилок полно. Эта игра, в принципе, про лут. Тут локации надо хорошенько пылесосить, иначе можно потом встрять просто. Без ресурсов. Кстати, мне еще интересно, насколько отличается у нас постанова с этими, как мы будем орду зачищать. Как на плойке или нет? Все-таки 30 против 60 FPS. Плюс еще клава мышь. Я думаю, это будет отлично смотреться. Зрелищно, по крайней мере. И причем они же патчи выпускали после того. Поведение толпы, я вот о чем. Так, ну, по-моему, все, что надо, я собрал. Все остальное у меня по максималке. Ладно, все, давай топаем. Да, и сюда же тоже надо было, по-моему, залезать. Или потом.
Ладно, я с этого лагеря пока уходить не буду. Сначала эту штуку сделаю, а потом наверх поднимусь. Посмотрю, что там есть. Ладно, думаю, хватит. Запускаем, Вот да? и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Не факт. Прошу Я у него вас. кольчушка драная. Ее как будто эти В как женщин его, я стреляю, мишки когда нет трепали. выбора. Есть у меня выбор. С меня взять нечего. Я бездомная. Ух ты ж, блядь. Вот, теперь можно зайти в этот Ну как ладно. его, в бункер. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Есть, есть. Только сначала мы залезем наверх, посмотрим, что там можно сделать. Я помню, что шастал по этим лестницам. Ну, это как у нас в Far Cry, тот же самое. Надо залезть, зачистить аванпост. Тут что-то подобное реализовано. Если мне, конечно, память не изменяет. Так, аптечка, бинт, пивная бутылка и лом. Немножко. Уже не зря сползал. Кроши всех капусту. Подожди, Тайсон, тут немножко этот, как вот, тут немножко вальяжное начало. Игра только-только... Ну, она, не знаешь, не прыгает тебе с места в карьер, как бы. Она потихоньку развивается. Сначала у тебя болты, такой стелсик, знаешь. А потом пиздарез начинается, когда там толпа 500 человек на тебя летит. У тебя, блядь, 6 гранатных и немножко автомата. Ну и молотов. Тогда да. Тогда там начинается жоподерка. Я помню, долго мудился с первой самой ордой. Она прям была что-то как-то сложно. Ну, то есть я выбирал, как она придется вялым поначалу. Ну да, типа того. Потом ты уже пеструн надрочишь, и как бы нормально будет вообще, как бы замес как конкретный. Вот, и у меня там первая толпа, она что-то как-то, блин, А вот и люк. не очень Спускайся. хорошо у меня бежала. Я долго искал нормальный подходящий маршрут, по какому руслу пустить эту толпу, чтобы расшвырять гранаты, там все расставить, эти взрывчатку и так далее. Но потом притерся, так сказать, придрочился. Ну, как это, да? Типа, как тебе живется одному? Да нормально, придрочился. Так, тут у нас искать нечего. Подожди, но в этих штуках, по-моему, можно же что-то было собирать. Бита, не то. Карта. Что это у нас тут? О, А, карта. интересно, я вообще сегодня хотя бы успею один левел доверия поднять к этим ребятам. Бита с Тут какие-то гвоздями. бумаги, заметки. Это... Новые уже доступные рецепты отображены в меню выживания. инструкция. Хорошо? Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Мне Сейчас заберусь на 34. нее, может, увижу что. Сейчас, короче говоря, подожди, давай создадим биту. А, где же, блин? Как же, я забыл вообще, как это делается. Давай, биту я взял, гвозди тоже. Мачете его нахер его... Стой. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас бита против мачете получается. Так, вот она как делается. Все элементарно. Окей. Бита и мачете. Она тут получше. Поднимаем.
Хотя странно, если у тебя мачете есть, то она должна вообще, не знаю, там года через пол отрубания, ну такое, ежедневное отрубание голов, как бы она должна через года пол только сноситься хоть как-то. Ну ладно. Тут по-прежнему арбалеты, пистолет один и все. Но я помню, под конец игры тут хорошенько как бы заполнен оружейный шкаф. Все, по идее. Можно тут покемарить, но я вообще не знаю, зачем тут эта механика сделана. Такая, как поспать в игре, зачем. У меня есть ребенок, но я в разводе. С женой, по-моему, сколько? Лет 5 назад, 6, наверное, развелись. Бля, мне опять наверх. Ну, с дочкой общаюсь, все нормально. Эй, Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло. У бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик, эти твои принципы тебя убьют. Ну да, скажем так. Мы поссорились и всё равно решили меня что-нибудь развестись. убьет. Какая разница, что? Отбой. Как обычно, сейчас у нас Нехилая высота. причина развода Ну ладно. пишут, не сошлись Посмотрим, характерами. о чем там говорил Бухарь. Смотреть убежище на горе О'Лири. Точно. На горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, Бухарь. Бля, Бухарь не Мне надо сидится руку дома, лечить, что чтобы мы ли? могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Сидел бы дома, дрочил бы свободной рукой, да и все. Тут на жопе. Нет, он Только лезет. постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Можно быстрее как-то слезать? Очень жаль. Уже почти. Ну давай, давай. Почти добрался. Давай, 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 мужик, ты сможешь. Осталось еще 8 метров. Блядь, Черт, тяжело. каждую ступеньку, блядь, прорисовали. Шум мотора. Ну, сейчас, ну, понятно, сейчас будут за каждый чих мне накидывать опыта. Найти лагерь. Где я? Вон тут бутылочку вижу стерилизатора. А, ну у меня все, максималка. Все, тогда, короче, мы что? Мы отсюда хватаем канистру. Стой. Лом. Чик. Арбалет. А, точно, у меня этой... У меня кедра нету. Лом мы заберем. Гвоздей тоже. Подожди, до этого же тут гвоздей не было. А, то есть ты прокачиваешь способности, у тебя появляется новый лут сразу же. Понял, принял. Где-то тут канистра. Дочке 7 лет. С сентября пойдет уже во 2 класс. Но учиться особо не хочет. Ей скучно. Она такая. Девчонка активная. Ей бы, знаешь, там на танцы что-нибудь, на каких-нибудь турниках повисеть. И ничего. Может, потом зайдет учеба и подобные вещи. Так, где-то тут я видел канистру. Ее надо пердолить вниз, чтобы байк заправить. Бля, где же она была-то тут? Вот она. Еще надо не забывать кедра заправить. Заправить, собрать, ёпта, кедра. А тебе сколько лет? А, байк поднял. Херанова поднял. Ну, кстати, я тут на катиком, в принципе, пока ездил. Не так уж и много потратил бенза. То, что надо. Все равно будем действовать именно так, что экономить
экономить на топливе и по возможности заправлять каждую остановку байк. Пока бак не прокачан, лучше аккуратненько действовать. О, чанак, стой. Патроны. Это для чего у нас? Томат. А мы для калаша тут насобираем. Вот, и аккуратненько. 16. Эх, помню своих 16 лет. Лагерь Коупленда. Это Сент-Джон. Все в порядке. Радиовышка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» — единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Да. Коуп. Единственное, Я вспомнил этот голос, который мне звучит по радио, он мне будет в уши ссать почти всю игру. что не дает нам Свободный одичать, это Орегон запас там и так еды на далее. 3 дня. Попробуй 3 суток не жрать. Поверь, голодных патриотов не бывает. Ну, это, наверное, сделано для того, чтобы игроки не скучали особо. Конец связи. Болтовня это в уши. Радио «Свободный Орегон». Господи, что я наделал? Бухарь, ты не Радио спишь? запустил. Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. Так. Бей или беги. Иногда лучше выход из ситуации просто убежать. Если у вас остался запас сил, нажмите Shift, чтобы перейти на бег. Не очень-то много у меня запаса сил. Наверное, засадный лагерь. Кстати, я помню. На месте разберусь. Я Отбой. помню этот лагерь. Потому что я его... Нет, это не он. Это не тот лагерь. Тут мишки жесткие, я помню. Мишки, именно мишки-зомби. Они прям люто бывают, наваливают тебе. Ну и мужики такие здоровенные, накачанные. Вот они тоже могут напихать как следует. Вот здесь, по-моему, по прямой у нас какой-то лагерь этих. Каких-то уродов, короче, я помню, что даже пришлось один раз переиграть, потому что меня завалили. Сейчас посмотрим. Чик. Коктейль Молотов. Можно использовать рецепт. Так а чё он у меня полный? Что у меня тут? Беса гоните. Вот здесь, по-моему, мы будем не раз проезжать. Тут прям земля вытоптана под Орду. Да, я все время забываю, что рядом гора О'Лири. Сам удивляюсь. Ладно, мы туда беситься, короче, не пойдем. Всему свое время, как говорится. Игра-то тоже не быстрая. Тут если так вот ее, ну, не торопясь все проходить, она как запросто часов на, ну, 60-80. Конечно, не RDR 2, но тем не менее. У меня родители живут в этом, как его, в деревне. Бухарь, ты В средней был прав. полосе, а Они я живу на расположились у севере. железнодорожных путей. Тихо. Прикончи всех этих ублюдков. Мне до родителей ехать 3 дня. Я и собирался. Отбой. Мне до родителей ехать 3 дня, так что... Похоже, в деревьях Когда что-то бывает возможность, я, конечно, собираюсь во время отпуска, я к ним езжу, помогаю там по огороду, еще что-нибудь. Здесь что-то есть. Так, у топора урон больше, прочности меньше. Блин, Что это это там за чуть-чуть деревьями? повыгодней. Че я ношу эту капкан с собой? Срался он у меня. 10 тысяч. Опа, растяжечка. Похоже, в деревьях что-то есть. Чик. Аккуратненько себя ведем. 9 человек надо завалить. Такие фрики. Меня спалили. А, тут фрики, подожди. Да, фрики на лагерь нападают. Черт,
Кусты слишком густые. Или нет? Видно, есть. Ну, они явно меня пасут. А вон там, по-моему, у нас гнездо по прямой, если мне память не изменяет. Видно. Кусты слишком густые. Бля, если я, наверное, на эту тропинку сигану, даже через перекат, он меня спалит по-любому. Давай, аккуратненько, короче. Лучше лишний раз посидеть, чем потом 1000 патронов просрать. Что это было? Бля, ну Звук был оттуда. тут растяжка. Стой, сидим. Хорош. Главное, растяжку не задеть, и нормально. Хотя бы, по крайней мере, большее количество народу перебить. Заберу-ка. Нет, не заберу-ка. Мне бы саму не улететь. Один стоит, просто дерево подпирает. Охранник сраный. О, тихо, тихо, тихо. Чик. Там какой-то шум. Так иди посмотри. Ну-ка, успею, нет? Блять. Я растяжку не заметил. Они шибко панику не подняли, конечно. Вижу его. В укрытие! В укрытие! Бля, там и капкан заодно. Ранение! Получай. Слишком близко подошел. Давай. Их 4 осталось. Бля, некоторых капканов только в самый последний момент видишь. Что это за звук? Ну-ка, чувак. Вперед. Плохо. Давай куда-нибудь подальше. Может быть, даже за дорогу придется свалить. Тихо, я в домике. Давай пока полечимся. Кстати, уже максимальное количество аптечек побольше стало. Может, с болтов их пощелкать? Далеко он не ушел. Приканы. Куда теперь? Куда теперь? О, нет! О. Ну. Задело. Я попал ему в голову, определенно. Есть. А, бля. Бля, я даже видел, как стрела летит. И она летит за воротом. Что там сидеть, а? Давай лечиться, что делать? Вот мудак, а. Тудым-сюдым бегает. В укрытие! Угу. До свидания. Найти его! Один там и за бревном и остался. Сейчас я его обойду. Безмозглый намат. Какого черта он тут Не нарваться бы только на этот, как его, на растяжку. Иди сюда. Иди сюда. Вот еще одна растяжка. вижу? Не уйдет! Чик. Блин, фонарем прям слепит. Где голова-то я не вижу. О, нет. Прячься. Упал. До свидания. Нужно укрытие. Это свидания. последний. А не надо лезть на гору О'Лири. Чего, блядь? Да, он иногда фразочки такие толкает. Так, лагерь Колпленда. Ладно, понятно. Все, давай, короче говоря, пасти всех. Чем мы можем собрать? Каны нахер. Бухарь с лагерем бродяг. Все. Больше они никого не убьют на горе О'Лири. Ладно. Дик, я должен был помочь, в смысле... Черт.
Ты отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север, понял? Да, понял. Отбой. Серьезно, мне с них даже собрать по сути нечего. Ты наружу? Ну, Да. лагерь этот определенно Поеду надо к было кладбищу. зачистить. Попробую Типа, отыскать тайник Леона. Не понял. Что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Он так говорит, как будто сейчас вырубится. Ну, немного несвязная речь такая. Дик, черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей, как будто мы в водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то тип, наркоман конченый, устроил тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой серебристый. Ладно, ща попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым? Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-намадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Почему, интересно, Обиды, я его найду. один капкан синим помещается, а второй не помещается вообще никак. Ладно. Это, видимо, совсем другая Дик, история. слышишь? Я думал наведаться в лагерь лесорубов, гнезда зачистить. Там много фриков развелось. Бухарь, не Вот надо. здесь. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Зачистите Или зараженную займись зону. ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные. Там 6 гнезд. Ну, многовато, но ничего, я надеюсь. Если прям сильно на меня гурьбой не ломанут, то Дик, сейчас слышишь меня? сделаем. Ты чё, Зараженные зоны. Ну, понятно. реально поехал на север? Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, я просто... туго Попаду, не соображаю. попаду. Такое бывает при ожогах Нормально. третьей степени. Да, Уходи по одному. позаботься об Альварес, ладно? Дик, До свидания. для меня это важно. Вот, теперь по 3 Я бегут. позабочусь о ней. А ты отдыхай. Да, бля. Конец связи. Ну, я на месте. Ага, так, в лагере надо бы потише. Ага, пойду пешком. Потихонечку. Дик, как дела? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи как сможешь. Тебе понравится. Ну, прям одно задание Уходи. нормально сделал. Спасибо. Короче, сейчас они Да, я заеду затрахают с попозже. этим. Туда заедь, сюда заедь. Одно гнездо готово. Сколько их еще? Да, вот вы не отвлекайте. Я тут гнезда чищу. Осторожней, осторожней. Все-таки. Охренеть, вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. О, да. Что-то здесь прохладно. Но я вам помогу. Точно в цель. Так, надо бы полечиться. Как-то. Еще один трофей. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Кто помнит, как выглядят американские трущобы? Люди живут на улицах, в коробках и палатках, потому что не осилили американскую мечту. Разогрейтесь Некоторые из чуток. них сражались Это за эту гнездо? страну, а потом федералы просто забыли о них, как об отработанном материале. Давай, выходи. Нет, ребята, никакой это не вьетнамский синдром. Честнее будет сказать синдром американский. А ёпа мать. Теперь мы все бездомные. Живем на лоне природы, как наши предки. Федералы думали, что без их подачек нам не прожить. Но мы Наконец-то. доказали, что они не правы. Теперь главное для нас — сила воли, решимость и доверие друг к другу. От федералов... Так, ну давай этого не шмонать. дождешься. Это западня. Хотите, чтобы вам доверяли?
Это надо заслужить. С вами Марк Коупленд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно. Почистим, Радио что тут «Свободный можно Орегон» взять, снова посмотрим. в эфире. О, Господи, что я наделал? Причем вот тут вот прям гнездо было, туда не пройти. Ладно, надо бы тут порыскать. Ну, давай, коль так. Надеюсь, Давайте, неважно, с ребята. какой ты стороны гнезду стоишь. Ну, давай, 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 давай. А что за добивание тут такое появилось? Блин, а этот спалился. Хорошо горит. Может, это два гнезда одновременно горят? Или это все-таки одно? Надо посмотреть потом. Здесь уже все. Логично. Давай наверх. Так, ну это гнездо я уже зачистил так-то. Угу. На карте у нас пока не это обозначается. Значит, дальше еще гнезда есть. Еще два. Что-то столько предметов, не брать ничего. Палки, всякая херня, короче, валяется. Так, давай, возле этого здания, значит, где-то рядом у нас будут пара гнезд. Вот, по-моему, одно. Что-то плохо видно. Так, походу, в этой хижине гнездо. Ну, не очень-то Точно, прям это гнездо. заметно. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. 736, да, 736. Игра начинается, по-моему, с 735 дня. Так, а вот гнездо. Может быть, с другой стороны надо подойти? Да нет. Тоже не вариант. Не хотелось бы коктейль лишний тратить. Сдать. Хотя похер, давай. Попробуем, кстати, как он действует. Давайте, ребятушки. Да, поехали. слушай, горит, неважно откуда ты стоишь. Еще есть? Ага. Можно швырять прямо в окошки в любые. Не обязательно прям смотреть лицом на этот, на выход. Серьезно? Да, серьезно. Блять. Патроны кончились. Надо перезарядить. Чего ж ты так болты-то долго заряжаешь? Молодой ты чемодан. Скоро битва сломается. Ну, по-моему, можно сделать еще одну. Да, я же гвозди подбирал не так давно. Давай-ка мы тут посмотрим, что есть. Вот тут же только что треугольник был. Уже нет. Да, лут, по-моему, Вот тут... это хорошо рванет. Лут, по-моему, тут просто исчезает иногда прямо из-под носа. Что-то знакомое место, по-моему, здесь потом
Попозже Орда побежит. Уж очень знакомо тут все как-то. Вообще по сюжету ты должен трижды Орду размотать. Ладно, давай глянем, что тут у нас вообще есть в самом доме. Чемодан. Ну. Подход 7 патронов. Ну такое. Подходишь, нажимаешь на Е, он почему-то поворачивается, вот стоит к чемодану вроде, под ним нажимаешь на Е, он поворачивается вот так и стоит, тупит. Эй, мистер, ты что? Ебобо. Так, давай. Создать. Сразу всякой дичи понаделать. Все. Это у нас заряжено. Пистолет. Заряжен. Еще одно гнездо. Вот она. Я давненько тачки не обыскивал. Надо биту, по идее, найти, чтобы еще сделать биты с гвоздями. На что-то сгодится. Ну так-то да. Вот и бита. Давай берем. Потом мутим. Ништяк. Ну, кстати, получше, чем мачете и все остальное. Она хотя бы с одной подачи может вынести из зомбаря. А то ты мудохаешь их по башке и похер вообще. По-моему, самое прикольное это этот, как он. Такая, как от циркулярки, короче, диск. По-моему, вставляешь тоже в биту. Самая такая прикольная штука и лупит эффективно, и вроде изнашивание у нее долгое. Тряпка, стерилизатор, пивная бутылка. Ну-ка, сколько мы можем сейчас сделать? 5. Но иногда почему-то у меня их 8 появляется. А, кедр. Хрен его знает. Может, тебе их типа потом дают за каждое задание по аптечке просто накидывают. Ну, типа не использовал, хрен бы с ним. Будет в инвентаре. По-моему, потом количество аптечек больше все равно становится. Там надо, по-моему, какой-то навык качать. Сейчас я вот пару домиков и бегу, и потом гнездо, и хорошо. Можно за байком будет вернуться. Ну, а там уже глянем, что по заданию. Да ладно, ничего полезного. Окей. Тоже мачете. Я вот биту с гвоздями таскаю просто из-за прочности. Ну его нахер оставаться без ближнего боя.
вам это понравится. А ну, Надеюсь, 7 ублюдки, патронов не давайте. хватит. Окей, окей. Хорошо, гнезда зачищены. Первое доверие. Мы сейчас сможем байк качнуть. Бля, тут уже автоматик прям нужен. Тут что-то они на меня понабежали. Пизда, сейчас все патроны, наверное, выйдут. Наконец-то он подох. Ну, такой... О, бля. Вот ты-то какого хера тут делаешь? Псина сраная. Я чуть не Неужели отъехал. всё? Фух, наконец-то. Вот тебе и все. Без патронов, без ни хера. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Ага, но я решил их засветло зачистить. Они же не любят дневной свет. Да. Ну, так, наверное, и надо. Ну, это, кстати, была первая серьезная такая стычка. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Первая серьезная такая стычка, что на меня бежало там чуть-чуть побольше народу. Вот такая вот циркулярная пила, как бы, то есть диск от циркулярной пилы. Это Копланд. Его потом Что-то давно в битву Бухаря не вхерачиваешь, можно много Просто он зомбарей ходил для положить. меня на вылазки. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Коуп просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи. Так, ну, Лом. да. Сейчас мы еще с арбалетом. Давай арбалет, болты, лечилки. Блин, по большому-то счету вообще бы желательно еще всё пробежать, чтобы ничего не упустить. Ну да ладно, короче, стой. В принципе, такой подножный лут, он везде валяется. Потом, если что, пособираю где-нибудь в другом месте. Херово, что я без патронов остался. Ну, я помню вот эти гнезда, толпу вот этих зомбарей. Первый раз я, короче, когда я ее проходил... Опа, иди-ка сюда. Первый раз я когда ее проходил, и я хорошо попал тут и на патроны, и на хилки. Ну-ка, удастся оленя поймать? Я вроде не ловил еще. Ну, все когда-то будет в первый раз. Все, олень ушел. Пригодится. Нету мяса, хоть ягод поедим. Куда он удрал-то, интересно? Наверное, каким-то борзым болтом надо было его завалить. Ладно. Ну так, чтобы чисто с одного раза он либо в голову стрелять. Но я не знаю, насколько близко можно к оленю подходить. Потому что как-то я их не доводилось мне их убивать. Ну, потом, если что, попробую. Много еще, походу, я что не подобрал.
Патроны еще нет? Да, к этому столу, походу, я вообще даже не подходил. Так, давай тогда смотрим повнимательнее еще. Пистолетные патроны. Пистолетный автомат. Вон еще автомат, да, стопудово. Ну, у меня просто много было патронов, видимо, для автомата. Там, по-моему, полтинник, что ли, с собой таскать можно. Поэтому он не хотел их подбирать. А тут он, видишь, в замес попал и много чего потратил. Есть резон обойти. Я говорю, вот в игре, если не лутаться регулярно, то будешь чисто с ножом потом бегать. Все. Хватит. Ну, там у нас какой-то челик лежит. Я его не трогал еще. Тряпки 2. Все полезно. Вы не сможете задействовать форсаж, если на вашем байке нет закиси азота. Приобрести соответствующую модификацию можно механика в любом лагере, но это ладно. Это потом. А чё, мне и байк размотали, что ли? Да ладно. Да нет, сотка. 700 метров, даже, надеюсь, мне хватит доехать. Один км-то. Почти. Ладно, мы где подстрежем, где накатиком. Был бы бак прокачанный, я бы был уверен в этом. Да, тут надо назад. Прям вот так по маршруту попидорим. Вот, кстати, да, я же хотел посмотреть, что у нас валяется в машинах. Вот в этих пожарных. Топоры-то ладно. По-моему, тут было что-то такое. Типа аптечки. Блин, ни хера нет. Окей. Спасите! Умоляю! Кого там режут? А ты еще что? Кто-то попал в ловушку? Я тут сдохну. Я тут сдохну. Угу. Спасите! Мужик, не ори. Больше жути нагоняет, чем зомби. Все, я его спас. Ну и чё? Держись, держись. Я иду. В одиночку тебе не выжить. Я знаю один лагерь. Лагерь? Где? А, ну. Они Покажи, будут потом в я лагерях пойду. тусить. Вот эти челы. Лагерь Коупленда. Угу. Мы потом их будем в лагеря в разные отправлять. Хочешь Peaceful туда, Lake. хочешь Марк сюда. Коупленд. Там безопасно. Я думал, мне конец. Представляешь? Охренеть. Это можно Спасибо тебе. трёп этот Большое тебе пропустить? спасибо. О, Скажи им, Дикон Сент-Джон. Смотри, чтобы тебя не заметили. По-моему, всем так похер, откуда ты пришел. Бля, мне, конечно, не по пути, но там стоит ментовская машина.
Сейчас дождь будет. В принципе, если лупить прицельно 2 болта, то и один. Нормально, хватает. Кстати, да, насчет болтов. С кедром проблема вообще. По-моему, в дальнейшем, когда ты идешь чуть дальше по другим локациям, болтов еще меньше. Точнее, кедра еще меньше. Это я удачно зашел. Что еще можно взять? Понятно, там орда, я туда вообще не пойду. Какой-то домик был. Походу, это чей-то лагерь. Горит знак вопроса. Помню, что я зачищал эти лагеря, но, по-моему, сейчас тут никого нету, но потом будут задания, чтобы именно вот этот лагерь зачистить. Давай, конечно, посмотрим. Да, тут даже собирать нечего, он практически неиграбельный. Да, тут ни лута, ничего. Я смотрю, что есть. Бита. Канистра. А от канистры, пожалуй, мы возьмем. Подзаправиться-то чего бы нет. Все, да, больше брать тут нечего. Да, серьезно. На целый такой здоровенный лагерь. У тебя одна канистра, одна бита. А канистра где? А, вот. Бросил ее. Ну да, тут, по-моему, человек 10, по-моему, где-то так вот. Ну, 10, 8 будут ходить. Ну, помню, я зачищал этот лагерь. Не самый простой лагерь, скажем так. И вроде тут еще Мишка, помню, как-то прибежал, пока я лагерь зачищал. Он там половину перебил, а потом ходил, меня, по-моему, выкупал. Я его немножко подождал, чтобы медведь свалил, и потом сам тоже убежал. Медведя я убивать не стал. Тут мишки вообще бешеные. Много надо ресурсов на него. Все, заправляемся и поехали. Вот так. Хорошо. Давай канистру на видное место бросим. Вот так. Если уж тут фрики валяться остаются, тогда канистры тоже будут. Бля, и здесь тоже можно что-то смотреть. Слушай, здесь тоже лагерь какой-то. Я помню, что я его тоже зачищал. Да-да-да, вот этот топор прям припоминается. Странно, я не помню некоторые сюжетные задания, но помню, как лагеря вот эти чистят. Тут тоже никого нету, они потом будут населены. Бля, оленя бы бахнуть. Попробовать, что ли? Да, ну. Все, они удрали. Тут ружьишко надо, желательно что-нибудь со снайперской винтовочкой. Давай-ка ближе попробуем подойти. Серьезно, я вот оленей не ловил. Интересно. Да ёпа мать. Он меня заметил, что ли?
Ну куда он упидорасил? Пиздюк рогатый. Ну и пошел нахер, короче. Надо потом C4 заложить и ёбнуть оленя. Просто, я не знаю, где-нибудь бах, чтобы улетело. Бля, ну тогда его в клочья разорвет, и мне это с него собирать нечего. Надо его как-то более деликатно валить. Но управление байком мое почтение, кстати. Не каждая игра похвастается про тачки таким хорошим управлением. Кстати, я такую фишку читал, то что, по-моему, эта же игра у нас разрабатывалась на Unreal Engine. И забава в том, то, что этот движок очень плохо ладит с двухколесной техникой. И разрабы, короче, по сути, сделали не байк, а сделали машину. То есть этот байк фактически, он четырехколесный. Зона заражения. Ну и вонища. Вот этот байк четырехколесный, просто два колеса мы не видим. И ты просто видишь байк. Надо сжечь их, чтобы ничего не осталось. Че там, а где эти гнезда? Причем я слышу, как муха жужжит. Жужжит. А гнезд вообще не вижу. На как где они? Ну-ка, может, на карте я хоть как-то. Ага. Так оно прям рядышком. Ладно. Причем он сказал про эти гнезда, такое ощущение, что они прям, вот я не знаю, впритык возле меня. Тут до них еще походу пердолить и пердолить. Как обычно, через камни, естественно, он не пробирается. Лагерек местный. Маленький. Правда, взять нечего. И, как говорится, взять нехуй взять. Бля, а где гнезда-то? Может, еще выше? Ну-ка по карте давай посмотрим. Ну вот. Он про них и болтал. Вон там они, да? Блин, ну тогда потыкали сначала за байком, а потом вот будем и гнезда уже искать. Стой. Это полезно. Где там мотоцикла моя? Это здесь. Это что? Это гнезда, по-моему. Но сюжетка чуть-чуть подальше. Как-то странно он говорит. Нет, нужно искать прям в этом синем кругу. Подожди. Вот иногда бывает вот в этих вот белых штуках. Нет. А так ты уже выходишь. Нет, не сюда. Вот гнездо. 3 штуки. Но я вижу только одно. Где оно? Твою мать. Ведь рядом где-то. Еще одно. Погнали. Думаю, пойдет.
Ты чё не целишься? Да твою мать. Боеприпасы кончаются. Вроде ебасосом стрелял, чё не попал-то? То... Бля, знак вопроса вообще где-то в другой стороне. Черт, не сюда. Как это не сюда? Вон там гнездо, все правильно. Я там что-то успел заметить. Что-то там радар видел. Где-то по прямой вот тут и даже... Нет, слушай. А может быть вот тут? Вернусь попозже. Сожгу оставшиеся гнезда. Нет, 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 подожди, подожди. Меня только они интересуют. Обычно гнезда рядом друг с другом расположены. Кстати, вон там топливо для байка. Фиг. Канистра капуста. Давай-ка мы ее тут вот тоже на видном месте кинем. Бля, где же гнездо-то? Как позаныкают, бля, потом еще бегать. Они могут быть вообще где угодно. В скалах, там, в машинах. Да нет. Бля, серьезно, куда они заныкались? Семен Семенович, ну чё вы, блин? Он же мне по радарам правильно не может гнездо найти. Я так понял, они прям вот в этом желтом диапазоне. Хотя на карте они отмечаются красным еще дальше. Как это работает, хер его знает. Вообще в упор не вижу. Нет-нет, это в той стороне. Там какой-то знак вопроса. Но это знак вопроса, по-моему, по сюжетке идет. Мне нужно вот в это кладбище зайти. Окей. Ну вот что тут синим-то отмечается, я врубиться не могу. Не знаю, давай вот тут вот поднимемся наверх. Нет, так нет, хер бы с ним. Пойдем по сюжету. Просто дорога. Что за курган тут у вас? Подул еще как говно. Ой. Чуть было не было. Ладно, все, пойдем по сюжету. Случайно уже в этом сюжете оказался. А может быть на этом кладбище эти гнезда? Я, по крайней мере, волков слышу.
А, но мне все равно надо будет перейти через ворота. Собака. До свидания. Че, волчатинки-то мы соберем? Давай. Я тут лутаюсь, значит, они меня грызут. И они быстро атакуют. Блять, так мне лечиться или отбиваться? 1 хп. Блять. Псина сраная. Ну хоть волчатинки сейчас наберем. Я чуть не подох, правда. Бывает. Свежее мясо. Ладно, это все дело мы потом налепим. Там, аптечек и так далее. И грибочков еще. Оп. И кедра еще. Тут у них прям клондайк. Так, болтов. Делаем болты, собираем кедр еще. И аптечку. Вроде все, то, что ближайшее можно было найти, вроде взял. Так. Да твою же ж мать! Талант не ори. Все равно никого рядом нет. Бля, где же гнезда тут? Прям вопрос на миллион. Не где-то тут. В этом районе, только он их не видит. Точнее, я их не вижу. И все, да? Вот это еще можно открыть. Тряпочки. И грибы. Ладно, давай. По сюжетке. Вообще нужно было типа со стороны дороги а-ля зайти, а не со стороны кладбища, как я упал. Только что объявился зайти на кладбище Пайонир. Вот и мотоцикл мы подогнали. Спасибо. Тут что-то вот смотреть можно. А, вот в чем дело. Вот почему синяя горела. Нужно было следопыта врубить. Так. Он ее избил. Интересно. Потом пошел на кладбище. Чё, какая-то штучка валяется. Слушай, нам походу на кладбище гнезд нету. Надо их в другом месте искать.
Сейчас это вам по стелсу бахну. Оленя целого сожрал, нихера он деловой. Таскать статую Плачущий ангела. ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? Ладно, посмотрим. Может быть, здесь? Что-то я сомневаюсь. С первого раза то, что мы тут тайник прям найдем. Есть. Осталось определиться, кому это отдать. Погрозить заначку на байк. Если его опять не утащат. Подожди. Блять, мне тут с вертолета уже вообще палят вовсю. Бухарь! Бухарь, ты меня слышишь? Ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Лопастями. Неро прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил! Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда... Да, не прилетает забраться с вертолет. самолета. Я поеду за ними! Попробую выяснить, что они тут забыли! Короче, в жопу. Будь осторожен. Подлетели. Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты! Какие глупости! Придется бросать добычу. Ой, как долго заряжает он эти болты. Все, хана. Надо было раньше с автомата начинать. Да ёпа мать. Лечись быстрее. Все. Отбился наконец-то. Блять, я такой маленький кусочек такой большой карты дают на выполнение задания. Если что не так, то сразу же вы покидаете район задания. Твою мать. Просто можно покинуть район задания, просто убегая от толпы. Что тут у нас? Что, погрузить? По-моему, мы сейчас до вертолета Неро, да, поедем еще. Осмотреть область, где курсировал вертолет. Ну, ехать надо. Погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Сейчас будет стелс-миссия. Возможно, тут еще одно гнездо. Короче, чтоб по периметру мышь не проскочила, ясно? Погнали! Давайте! Пошли! Сейчас. Будет сделано. Принято! Стелс-миссии бывают тут немного нудные. Вот гнездо какое-то. Специалист Неро. Что тут могут делать ученые? Надо Что я тут подобраться забыл ближе, вообще? глянуть, что там. Так, Это меня портанули. главное не шуметь. Понятно, я не могу это в это. Не могу почистить гнездо, пока не сделал миссию. Неро. Бойцы и ученые Неро одеты в особые защитные бронекостюмы. Они неуязвимы для ваших атак. Тут только стелс. Бесшумность, ну понятно. Если меня увидят, я труп. Вот здесь у нас было бы второе гнездо, а третье, ну где-нибудь рядышком, наверное. Надо не поаккуратнее спуститься, по-моему. О. На картофана. Бросить камень, отвлеку их внимание.
Давай туда куда-нибудь. Отлично. Вы это слышали? Давай, уходи. Тут только гасится. Тут все время льет, как из ведра. Мне вообще он туда, в центр пещеры надо, по-моему. Не выходите из кустов. Тут меня не видно. Тихо, посмотрим. Дождь начинается. Могут и фрики вылезти. А вот это интересно. Черт. Стоять! Стрелять будем! Я так и знал. Хорошо, хорошо. Я так и знал, что меня сейчас Я ухожу. спалят. Но идти надо как раз через этот мостик. Нихер было записочки Какое тупорылые внимание. читать. Это тянется уже целую вечность. Это Походу, можно ты не взять. знаешь, что такое вечность. Ну и холодрыга. Обогрев-то включен? Тихо. Почему-то второй активировался. Заметка номер 2000. Проследив за большой группой численностью около 500-600 особей, мы подтвердили, что местом их гибернации... Док, в графике на завтра значится 23. Это мы? Нет, это О'Брайен. Понял. Черт, на чем я остановилась? Мы подтвердили, что местом их гибернации является пещера. Который жену мою Хайдезерт, подвозил кодовое на обозначение вертолете. Сектор 15. Последний раз. Вытоптанная трава у входа и наличие следов, фотографии прилагаются, указывают на то, что это место... Как будто они из-за кустов используют уже кусок давно. автомата его не торчит. Наверное, там тепло и уютно. Согласно показаниям датчика движения, установленного лейтенантом О'Брайеном, этим утром в пещеру вошли приблизительно 447 особей. Рекомендую выслать Это еще большая одну группу толпа. после 19:00 для изучения внутреннего пространства пещеры. Примечание для доктора Андерсона. Ваша теория о том, что объекты деградировали до первобытного состояния и перешли на ночной образ жизни, кажется все более состоятельной. Конец отчета. А внутрь не пойдете? Ты что, не слышал? Живой, Больше да, 400 особей. И это не Если какие-то О'Брайен там не заурядные погиб в том фрики. лагере, Это значит, третья стадия. Но они спят как Это младенцы. Исаак уже. Нет, Я спросил, не забудь, пойдете ли вы. этого быть. Про себя я не говорил. Эти особи не спят. Это гибернация. выходите из Когда-нибудь кустов. будил Тут медведя, меня не впавшего в видно. спячку? Не, А фрика, впавшего в спячку, будил? вообще-то да. Я один из тех, кто выжил на руднике Уайт Кинг. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их Он популяцию? ходит туда-сюда. Не знаю, капрал. Тут много пещер. Столбы охранял спокойно. Так, нам надо раньше времени не вылезть. Вернуться к байку. А, кому это надо? Чё, можно уже выходить, да? отсюда? Ну окей, надеюсь, меня не спалят. Что это? Тебе показалось, чувак. Как думаешь, долго еще? А я откуда знаю? Как док закончит, так и свалим. Так, теперь аккуратненько, надо еще и выбраться отсюда. Куда идите? Что? Того, что не привлекает? Падла. Один ходит, второй не двигается. Может, ему прямо в башню двинуть этим камнем. На скалу не забраться. Бля, давай попробуем. Вы это слышали? Да неужели ты активировался? Ну спасибо. Пиздец, сейчас будем его по 2 метра отодвигать. Ладно, мне хватит. Как самочувствие? Тут кто-то ходит. Никого нету, вам кажется. Все нормально? Мы уходим! Светофор! Живей! Ну таких миссий будет еще несколько. Уходим!
просто подползти и послушать разговор. Ну, это, по идее, тоже погружение в сюжет. Они не спят. 3000 опыта. Ну, охренеть вообще. Встреча с Неро. Угу. Пепельный болт. Новый рецепт. Вообще без понятия, для чего он. Заставляет противников атаковать друг друга. С их помощью вы можете устроить свару. Угу. Я вот что-то такого на PS4 не припомню. Так, у меня 2 очка навыков. Давай посмотрим, что у нас. При использовании взгляда следопыта. Ну, такое. Растение на мини-карте. Может быть и пригодится, но не прямо сейчас. Так. Убивайте мелких врагов, успешно вырываясь из захвата. Как вариант. Ремонтировать изготовленное холодное оружие с помощью лома. Усиливает начальные эффекты стимулирующие микстуры. Возможность использовать концентрацию при прицеливании стрелкового оружия. Повышение точности прицеливания в движении. Возможность наносить огромный урон, проводя связки из ближнего боя и выстрела. Блин. Ладно, мы потихоньку-то все, наверное, прокачаем. Ну, хотя бы плюс-минус. Мне нужно ремонтировать рукопашное оружие. Так, полевой ремонт. Это раз. Ну, давай стрелковое качнем. Точность прицеливания в движении. Связка, ближний бой, ну такое. Использовать концентрацию. Здесь у нас убивайте мелких врагов, успешно вырываясь из захвата. Ну давай тоже. Часто они как-то догонять меня стали. Ладно. Ну, тут. Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь! Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фермала, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь? О, Брайан! Ты его всю дорогу костерил, до самого трехпалого Джека. В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Долго я возле гнезда гулял. Тут еще R надо прожимать. Ну, придется драться так. Ни одного патрона нету. Биту уж починим. Так, о чем была речь? Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Дик, не смей. Да нет! Нет, Бухарь, успокойся. Патроны. Я просто... отдыхай пока. Конец связи. Вот он вечно его заставляет отдыхать прям. Ладно. Это радио «Свободный Орегон». Правда. Правда, как говорится, освобождает. Ладно, будем на этом заканчивать. На сегодня 738 день. Ага. На сегодня все. Всем спасибо за поддержку. Кто подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки ставьте, комментарии пишите. Все. Всем удачи и пока.